Today is October 24th, 2023. We're interviewing Lev Hyken. My name is Ed Hyken, and we're located in Dunwoody, Roswell, Georgia, United States. Today is October 24th, 2023. We're speaking with Lev Hyken. My name is Ed Hyken, and we're in Dunwoody, Roswell, Georgia, United States. Лев, так что большое спасибо за ваше время, что вы готовы рассказать свою историю о вашей жизни вашей семьи, и что было, и что сейчас, и что еще будет. Значит, первую часть я задам вам такие более базовые вопросы о вашем имени, где вы родились, о составлении вашей семьи. Потом мы поговорим о том, что вы знаете, то, что вы помните, то, что вам рассказала семья во время Холокоста. И потом поговорим о вашей жизни в Советском Союзе, в России и потом в Америке. Хорошо? Принимается. Давайте. Окей, давайте начнем с вашего имени, пожалуйста. Ваше первое, ваше отчество, ваша фамилия. Меня зовут Лев. По-еврейски это Лейб. Мое отчество Абрамович. Мой папа был Абрам Борисович. И моя фамилия Хайкин. И я родился в Крыму, в городе Симферополе, 24 января 1941 года, за 4 месяца до войны. И отец мой имел очень слабое зрение, но все равно он ушел на фронт ополченцем. А мы вынуждены были эвакуировались в Ташкент. Когда мы ехали, мне было 4 месяца, и когда кто-то узнал, что я 4-месячный ребенок, они говорят: ой, неужели у нас такой ребенок? Не было ни еды в поезде достаточно, ничего, все, что немножко взяли, какое-то пропитание, все заканчивалось, тем более никаких особых пеленок и так далее. Лев, скажите, пожалуйста, вот вы родились в Симферополе, это Крым, да? Угу. В то время это была часть Российской Федерации, это была часть украинская? В то время это была часть Советского Союза. Так. И называлась это Татарская автономная область. И у меня метрики выданы мне с 2 языками. Татарским языком и русским языком. Это была Татарская область. И отношения евреев и татар были безукоризненные, очень дружественные. Вместе жили, вместе творили. Моя теща работала вместе с ними, лечила их. И они очень ее уважали, учили ее разным методам приготовления особых татарских еды и так далее. То есть это было очень хорошее отношение. А много ли было еврейских семей в то время в Крыму? Знаете ли, как ваша семья там оказалась? Я знаю по статистике, что в то время в Крыму жило около 250 тысяч евреев. Это много. Но сколько это семей, тут зависит от того, сколько человек в семье. Вот. И отношения с местным населением были прекрасны. А как вы знаете, ваши родственники или ваши дедушки, бабушки жили в Крыму уже долгое время, или ваша семья каким-то образом перебралась там или из Одессы, или откуда-нибудь другого? Мои дедушка, бабушка по матери, они жили в Крыму в начале 19 века, с начала 19 века. А моя семья, я не знаю своего дедушку по отцовской линии, потому что когда было раскулачивание, семья была середняки. И он все сказал: надо уезжать, иначе мы будем на Соловках.
И все раздали, ну, все растащили бедняки. Мгм. И когда растащили все бедняки, а дед мой был хозяином. Так. Он имел 2 вала, семья пахала землю, растила урожай и так далее. А прадедушка был купец. Так. Купец третьей гильдии, поэтому купцы третьей гильдии не были обременены оседлостью. Мгм. Вот. Но когда уехали, то тогда семья моя вся, да, дед так огорчен был, что потерял Всё, все ну да. хозяйство, он ушел на берег реки, проспал на берегу реки, по-моему, простудился, как мне отец рассказывает, и он умер. М. А бабушка моя, Геня, она была всегда рядом с тем, кому было тяжело. В частности, у старшей сестры, у старшей дочери Мгм. было 3 детей. И когда началась война, муж дочери ушел на фронт и погиб. Вот. И бабушка Геня уехала с ними в В эвакуацию. эвакуацию. Там умерла от Это из голода. Симферополя они уехали из... Не, они уехали в Алмату. Откуда они уехали? Они уехали уже из из Крыма. Из Крыма. Из Крыма они уехали в Алмату. И она все отдавала внукам. Ну да. Вот. А потом, когда закончилась война, отец всех... Раньше ж в сельской местности паспортов не было. Но отец перед тем, как 16 лет исполнялось, он всех детей, он, как и бабушка, всех перетянул, Сделал, будем да. говорить, Симферополь, постарался дать им образование, постарался. И я сегодня уже имею контакты с двоюродными племянниками и так далее, которые живут в Европе. Скажите, пожалуйста, а как как имя, отчество и как имена ваших родителей? И когда они родились приблизительно? Мой папа Хайкин Абрам Борисович. Абрам Борисович. Моя мама Рейдлер Ита Гершевна. Мгм. И вы помните их дата рождения или приблизительно? Мама моя родилась в 1915 году, Мгм. а отец родился в 1909 году. Да. И бабушка моя, я не помню, но она дожила до 92 лет, 94 лет, а дед умер раньше. И у вас есть братья, сестры? У меня был брат, он в Израиле, уехал в Израиль прямо, и там он умер, у него был очень сильный парксионизм. И он, к сожалению, лет 8 тому назад умер. Как было его имя? Его было именно Борис Абрамович Хайкин. Значит, ваш отец был Абрам Борисовичем, а ваш брат Борис Борис Абрамович. Я Лев Абрамович Хайкин, а не Борис. А какой год рождения был у него? У него был 1937. И год смерти? Год смерти, я боюсь ошибиться. Ну, лет но это было 7-8 назад. 6 или 7 тому назад. Okay. Хорошо. И, значит, он на сколько лет старше вас? На 4 года старше? На 4 года. И, значит, когда Он ваши... 10 января родился, а я родился 24 января. Ага. И, значит, война началась в Советском Союзе в июне, да? 22 июня 1941 года. И вам было 4 месяца. А ему было почти 4 года. И как быстро война дошла до Симферополя? Через 4 месяца. Okay. И когда ваша семья эвакуировалась? Эвакуировалась с приходом немцев. Перед приходом немцев семья успела эвакуироваться. А отец остался в Крыму и ушел с последними частями, взорвав склад боеприпасов. И он ушел туда. Его на передовую не пускали, потому что у него было очень плохое зрение. А потом он еще получил дополнительный ожог глаз. И поэтому он приехал в Ташкент, в 1943 году добрался до Ташкента. И ваша семья была эвакуирована из Симферополя в Ташкент. Ташкент. И кто, вы говорили, кто ехал? Кто был, значит, ваша Уехал мать? Дед,
уехала бабушка, баба Хая, дед Гриша, уехали, мы уехали, значит, мама, и ее 4 сестер и брат. Все показали... Да, ну, брат был младший, он недавно умер, но он был непризывного, ему лет 12 было что-то. Да, насколько, просто ради интереса, то, что мы говорили, вы знали, что ваша семья, что ваша вот большая семья будет эвакуироваться в Ташкент? Или просто как бы все сажали на поезда и куда едет, туда Я не едет? знаю. Интересно. Да? Этот процесс я не знаю. Да. И что вы оказались, ваша большая семья оказалась в Ташкенте. Да, в Ташкенте. А потом туда приехал мой отец. Когда он уже... И он почти слепой, работал электриком, чтобы хоть как-то прокормиться. Это было жуткое время. Я помню, как мне было... Я помню, когда мне было 2 года. И был местный, ну, для эвакуированных сад. И я все время пытался выловить пару лапшинок в этом саду. Все остальное было водичка. И меня не могли по какому-то причине водить в местный детский сад. Но потом получилось так, что мать устроилась на работу. Она шила парашюты на парашютной фабрике. И ей давали затируху, с одной стороны. Затируха, она такая брюква, что ли. Вот, какая-то ягода? Это не, это овощ, Овощи, типа картошки, там что-то в земле. И она приносила домой, и ей разрешили меня отправить в местный детский сад. И вот это я помню, что, ну, это отрывочно все, но я помню, что мне мама потом сказала, что звали ее Хана. Не Хана, а Фатима. И она говорила, вы этому мальчику больше каши кладите. И мне было так неудобно в 2 года, что мне вот кашу столько будут давать. Давай больше, чем другим, да? И вот это меня спасло. Но я успел болеть тропической малярией, чуть не умер. Ну вот качали. Или организм, так Бог меня сберег. А потом я еще совершил полет со 2-го этажа, мы жили там. И вот здесь были кирпичи, здесь была железная кровать, остов железной кровати, а здесь песок. Я упал на песок. Повезло, да? Выжил. А что вы помните, что вам рассказывали родственники о жизни в то время в Ташкенте, условиях жизни? Еды звучит, что было как бы не особенно достаточно. Что они вам рассказывали? Вы знаете, об этом? мы получали лепешки. Это я знаю, что мы жили за счет, ну, как детям, как, ну, получали лепешки. И мать отдавала все деду, потому что пока отец не приехал, мать отдавала деду эти лепешки. И один раз он сказал, что у него украли эти карточки. Вот. Ну, я помню, что это был голод, но все равно как-то я как ребенок, я не помню, не ощущал, что как сегодня, если бы я хотел кушать, например, да. Вот, ну, вот так вот, ну, вот это я помню, точно вот эту лапшу выбирал. И потом где-то мы спали, дети прямо вот на полу ложились и спали. А еще я помню, что меня забыли в детском саду, и меня уборщица там убирала. И она меня пугала, что ведьмы придут ночью. А тут пришел мой отец. Вы знаете, в тот момент я почувствовал, что ближе и роднее, что вообще он был для меня Богом всю жизнь, пока он был на земле, и сегодня он для меня Бог на небе. В смысле, когда вернулся с фронта? Да. И он пошел вначале работать на завод, и немножко стало поступать, это я знаю все. Больше еды ему давали тоже, раз он работал. А потом он поступил, он же закончил физмат, он физик. Я говорил, что он учился с Курчатовым, со Щелкиным, но профессор Скворцов их звал в Москву, а отец любил преподавать. И он остался преподавать, там встретил мою маму. Она была удивительная, красивая, фотографии увидите сами. Вот, и он, в общем, он
забрал ее от всех людей, которые, от всех мужиков, которые на нее Ну да, смотрели мы. Да, хотели, чтобы она была с ними. М. Вот. Но она мне говорит, что я когда увидела, что папа управляет трактором, что я, говорит, и он поступил, его направили, хоть он не был членом партии, его направили в Мукомольный институт, который переехал из Одессы. Из Одессы в Симферополь. Не, из Одессы В Ташкент. Ташкент. Мгм. И потом он закончил его Так. в течение 2 лет. И в 1944 году, когда освободили Одессу, институт переехал обратно в Одессу. Мгм. И вот я помню, в вагонах меня все брали на полки и кормили дынями. Вот, и все хотели со мной повозиться и так далее. То есть отношения были абсолютно не антисемитскими. Абсолютно. Мгм. Вот, и вот видите, меня мусульманка выкормила, спасла от голодной смерти. Да. Вот, и когда в Одессе он закончил, и его только освободили Брест-Литовск. Мгм. Его отправили по распределению строить мельницу. И на мельнице работали пленные немцы. Но отец, он, наверное, у меня от него эти свойства. Он увидел еще, когда освобождают город от немцев, то несколько дней нету административной власти. Так. Комендатура. И он увидел на улице стояли 2 дизельных грузовика. Так. А на мельнице в тот момент она была разрушена, но были 2 лошади. И он распорядился, чтобы затащили эти грузовиков, а как Так. раз там все, это уже мельница. И он сам ехал за пленными немцами, сажал, они его называли гер-инженер. И он сажал, и вез их сюда. Никто не разбегался, никто не убегал. Они приезжали, и он их, знаете, выделял немножко муки, они пекли эти пышки, разводили костер. А я же там бегал, мне уже было 46-й год, 5 лет было. И они меня угощали этими пышками, такие вкусные были. И потом только я увидел, знаете, лучковая пила. Мгм. И я говорю, папа, такую лучковую пилу хочу. Через 2 дня я прибежал на мельницу, как меня там пропускали без ничего. И Ганс меня зовет, здоровенный, был немец, позывал, говорит, показал мне точную копию лучковой пилы, только от металлической ножовки, Мгм. полотно. Я говорю, дай. А он говорит, шпик. Я же не знал, что такое. Я пошел, говорю, там не дает, и просит шпик. А говорит, Левочка, я это все сделал. Смотрю, отец мне приносит пилу. Мгм. Ну, вот такая жизнь. Потом А что такое шпик? Это шпик сала, сало. В смысле, он хотел что-то? кусочек сала Да. хотел. Да. Вот. Ну, давали отруби как главному инженеру и директору. Директора менялись вот так, воровали. И пытались привлечь отца к этому. Отец говорит, я своей жизнью не торгую. И на эти отруби выращивали кабана. Мгм. Что такое кабана? Кабана, ну, свинью. Да. Мгм. Мужчина – это кабан. Да. Выращивали кабана, и немцы резали, и потом делали эту колбасу. Мгм. И мать, ну и мука положена была, и мать пекла еще, мы уже почувствовали, что от голода мы как бы уже ушли. Ну да. И мать пекла хлеб сама в русской печи. Мгм. А наверху очень было приятно спать, потому что тепленько было. Вот. И потом пришел другой директор и стал отца опять пихать, давай вместе. Мгм. Отец сказал, нет. А тогда была повинность. Нельзя было бросить работу без какого-то разрешения сверху.
Отец говорит, я на это не пойду. Он говорит, тогда ты мне не нужен. Он говорит, я тебе не нужен, давай мне Разрешение там уехать. разрешение, да, печать, все. Он взял эти документы, и мы переехали обратно в Крым. Окей. Давайте вернемся как бы к вашим жизни с немецкими пленниками, да, как бы. Немецкими пленными, да. Пленными, да. Какие были отношения? Смотрите, вы еврейская семья, Вы знаете, они как бы немцы. Вот я ходил среди них. Отец возил их на дизеле. Вот эти. Причем получилось так, что там пытались русские там, эти мужики отремонтировать, ничего не получилось. Он этого Ганса позвал, говорит, сделаешь? На следующий день дым из трубы сзади, и он все сделал. Они очень с уважением относились к моему отцу. Мы евреи, они все это прекрасно знали, исключительно с уважением. Гер-инженер никаких. А я ходил среди них, пышками угощали меня, я с ними... Я себя хорошо помню, никаких не было. Антисемитизм был от белорусов. От белорусов в то время, да? От белорусов был жуткий антисемитизм. Как он проявлялся? Он проявлялся и оскорбляли, и плевались, и бросали камни иногда, и там в отношении, если куда-то приходили, да ты, говорит, жить, там ходи, там что-то, вот такое вот дело. И мне мать часто рассказывала это, говорит, Левочка, будь осторожен, они боялись, что кто-то может мне что-то плохое сделать. Угу. А когда мы приехали в Крым, еще хуже был антисемитизм от украинцев. И Так. даже не от украинцев, там и русские были, и все. По-моему, это Гитлер из-за антисемитизма Германии, хотя в России и раньше было, но до войны, мне отец говорил, антисемитизм был, но даже за это наказывали. Значит, ваш брат, он на 4 года старше вас. Что он вам рассказывал об этом времени? Что вы помните об его... Вы знаете, я только что... помню одно, что он приходил, если ему давали кусочек хлеба, он говорит, я отнесу своему младшему братику. А больше... У меня не было с ним разговоров на эти темы. Ну да, вы еще были маленькие дети. Я был маленький, он не посвящал меня. Вот когда мы в Симферополе были, если меня кто-то обижал, то он вставал на защиту. Но ко мне стало 12 лет, то теперь я уже стал на его защиту. И эти потом антисемиты, мы жили в таком дворе, где дед был. Я проходил мимо него, а мне было уже 12 лет или 13. И он говорит, жидовская морда. И его трясло все. И через некоторое время мне это уже так, знаешь, я боялся, во-первых, проходить, а во-вторых, но я уже сказал себе, больше я терпеть не буду. Я и раньше не очень терпел, когда меня кто-то пытался обижать. И я ему так кулак поднял, говорю, если слово скажешь, я не ручаюсь за себя. Вы жили там, ну, не то, что, может быть, в многоэтажном здании, но как бы в 3-4-этажном здании, или вы жили... Не. Мы когда приехали, то родители купили часть дома. Ага. А там жила семья, где были, значит, 2 сына у этого деда было, Да. и 1 зять. Так. И когда немцы пришли, то они ушли в полицию. Эти украинцы, да? Они я не знаю, они русские были. Русские. Okay. Они ушли в полицию. Так. И видно, они много сделали вреда людям и так далее. Короче говоря, когда освободили Симферополь, то они сидели, боялись выйти на улицу. Ну, сидеть, надо курить, мурить, там, знаю, кушать что-то. И когда они вышли, одного сразу убили. Сами люди убили. Местные, потому что они знали, что те делали в то время. Да. Второго сына и зятя забрали в штрафбат. Что такое штрафбат? Штрафбат – это был те, кто изменники или кто-то провинился очень. Тюрьма? Типа штрафбат. Штрафной батальон. Окей. В смысле их взяли, ну, в смысле работать? Нет, воевать. Воевать в армию. Воевать. Война еще происходила в то время. Так? Война же еще шла. Штрафбата, это освободили Крым в 1944 году. Да.
из штрафбата, там так, ранили, кровь пролил, прощали. И, а тем более, если убили, значит убили. И вот зять вернулся. Так. Но он был такой, немножко его подкручивали, там, его жена там и так далее, но антисемиты жили мы. То есть родители купили часть дома. Как бы они были вашими соседями, как Они бы за были стеной. вот так, Как бы. во дворе как Да. бы соседи. Да. И они, ну, в общем, это было очень неприятное время. Вот даже мальчишки, это все шло из семей. Ой, воробушек жить, по веревочке бежит, или что-то, это жидовская морда. И вот тогда я начал, извините, использовать свои кулаки. Они были небольшие, но да, чувствительные. А когда я увидел, что мой сосед, который был старше меня на 3 года, поднимает стальную балку, и мне захотелось. А теперь вот результат проверьте. Понятно. Понятно? Да, так что работали тогда, работаете сейчас. Да. Так что я вот такой. Когда моего брата уже обижали, я взял цепь, стал сзади обидчика и сказал: либо уйдешь, либо получишь. Я был маленький, мне было 12, им было по 16. И это работало. И ваши родители, они могли найти работу, как бы они... Вот ваш отец как бы закончил. Мать моя больше не работала. Okay. А отец мой искал работу, учитель, он же физик. И он нашел в очень такой престижной школе директор сказал: я хочу вас взять. И он стал преподавать в школе. А встретил он мать, когда он преподавал в сельскохозяйственном техникуме в Саке, это недалеко от Симферополя. Они поженились в 1932 году. Вот. И он нашел работу физика. Это уже после войны, когда война уже... После войны, да. А до войны он преподавал там. Да. Но потом он переехал в Симферополь. Я вспомнил. Он переехал в Симферополь из САК. И вот этот директор школы, он работал в этой школе с ней. И когда он к ней пришел, она сказала: Абрам Борисович, я хочу, чтобы вы меня преподавали. Потом он перешел в 7-ю школу. Первое время директор был очень уважаем. Они все бегали к отцу, потому что отец мог что-то починить, сделать и так далее. А потом началось просто разгул. Когда в Украину перешли, стали заселять украинцами. И эти украинцы, они были антисемиты. Антисемитское было отношение после войны в Украине. Хотя у меня друг, мы с ним учились на физмате, хотя мой друг, он был украинец, и у нас были с ним великолепные отношения. Я учил его электронике, как делать приемники и так далее. Он учил меня стрелять. Я получил первый разряд по стрельбе, участвовал вместе с ним в соревнованиях, во Львов летали и так далее. Украинец. Вот смотрите, значит, в Ташкент уехала ваша бабушка, дедушка, там 4 их дочери, да? Да. Ну, очень большая межпуха, много народу. Вся семья туда. И вернулись все? Дедовская семья все. Значит, как бы выжили эвакуацию и вернулись там в Симферополь? Или... Я знаю, что... Я помню эти рыки, я помню все эти дела. Я помню... Вот сейчас вспоминаю, что я хотел кушать все время. Я хотел все время кушать. Вот, а после того, как я слетал, спланировал со 2-го этажа, я только очнулся, когда было в комнате очень темно. И был мой брат. Я говорю: Боря, я пить хочу. Почему темно? Он говорит: лежи, тебе нужен покой. Но Бог меня сохранил. Да, важно. Спасибо ему. Вот. Хотите приостановимся на минуту, потому что следующая часть, может быть, будем говорить о вашем обучении, может быть, начале вашей работы. Хотите на пару минут? Да, на пару минут. Можно на 5 минут. Can we stop for a minute? Значит, мы говорили как бы об эвакуации, о вашей жизни вашей семьи во время войны, и как бы сейчас ваша семья уже вернулась из Ташкента после Белоруссии, сейчас вернулась в Симферополь,
Сейчас вы уже начинаете учиться в школе, готовитесь к институту и так далее. Что происходило в это время в вашей жизни? В школе я пошел вначале в начальную школу. Мгм. Я был самый неусидчивый хулиган в школе. Но мне все прощалось. Эти учительницы были очень хорошие, как сейчас их помню. Но во втором классе была учительница пожилая. И она говорила моей маме, мама ходила на родительское собрание, папа никогда не ходил. Мгм. И она заговорила на родительском собрании. Он такой вертлявый, он такой от нее. Ну какой же он математик? Мгм. Сразу же было понятно, что математика – это сильный предмет для вас, да? Да, для меня там эти примеры решать было уже во втором классе, это не было проблемы. То же самое было и в третьем, и в четвертом классе. Мгм. И до скольки там учатся? До 8 лет? До 8 класса, До 10 4 класса? класса я там закончил. Так. И я помню, когда учился, мой двоюродный брат, кто-то меня, я шел домой с портфелем, кто-то меня обнял, прижал ко мне, и я так вначале испугался, а он говорит, я Лёва, я твой двоюродный брат. Это папа забрал его из деревни, где он жил, и говорит, я Лёва. Это был изумительный человек. И он старше меня был на 11 лет. Окей. И он мне ведал свои сокровенные тайны, душевные. Просил меня, чтобы я пошел с белым флагом, ну не с белым флагом, парламентер, к его будущей жене. Что-то у них там было. Вот. И до 4 класса никаких вообще проявлений. Единственное, двор. Мгм. Когда я учился, двор, антисемитский двор, и вокруг было ужасно. И вместе с тем некоторые мальчишки меня очень уважали. Вот. Я не знаю за что. Но это вот у этих вот, которые полицаи были, вот это, в этой семье особенно. Мгм. Но в школе я ничего не чувствовал. Начиная с 5 класса. Мгм. Вот в 5 классе я перешел в школу, где преподавал отец. Ну вот, смотрите, это был уже 52 год, да, наверное? Мгм. Бандитизм в отношении евреев, там вообще было хулиганов очень много в этой школе. Но антисемитизм, знаешь, был сумасшедший. Мгм. Я даже боялся, не то что боялся, я не боялся ничего, я и сейчас ничего не боюсь. Мне не хотелось идти играть на улицу в ловушки на перемене. Ну, не хотелось. Мгм. Отец имел физкабинет в школе, у него был лаборант. Этот лаборант был заядлый радиолюбитель. И отец, с отцом работала женщина, муж которой заведовал АФИ. АФИ – это официальное финансовое имущество. Так. То есть все, что списывалось из армии, туда привозилось. И она всегда говорила, Абрамович, идите, вам что вам надо, он вам даст для обучения и так далее. И вот тогда я встретился с радио. Мгм. Это меня так запало в душу. Началось с того, что отец мне принес домой ЦВИ-детектор. Так. Ну, это полупроводников, это прадедушка полупроводников, детектор. Мгм. А раньше это делал, я сам себе свинец серый сплавлял. Это я был в 5 классе. Мгм. Сплавлял и получил. И когда я услышал, принял радиостанцию, все, это стало всей моей жизнью. Мгм. Но я бегал в кабинет. Во-первых, мне было интересно. Во-вторых, мне отец говорит, у меня вот сегодня такая тема, можешь мне подготовить вот эти опыты? Мгм. У него же было много там. Мгм. И он не лаборант, а я готовил. Ну да. И я ковырялся в этих конденсаторах, в этих сопротивлениях, трансформаторах. Мне отец рассчитывал, наматывал трансформаторы. И вот так вот это было. Но один раз я вышел На поиграть в улицу. ловушки. Ну да. А там был такой Сидякинова фамилия была. У меня отец был милиционер.
И, знаешь, играет в ловушки. Его что-то не очень все уважали. И кто-то догрыз яблоко и швырнул в него. А он такой: ребята, ну вот до сих пор помню все это. Ребята, ну кто это? Они говорят: да это Хайкин. И полез ко мне с кулаками. Ну, тогда он уже получил то, что получил. Но спасительный звонок, я даже перепугался, потому что я работал своими кулачками там. Ну да. И захожу в класс и слышу: Хайкин Сидякину глаз подбил. И все, вот с этого момента уже я никому ничего не прощал. Ну, даже, да простит меня Бог, был один хулиган, который все время приходил в кабинет. Ну, там же открыто, там же не заперто. И что-нибудь таскал, воровал. И думаю, ну как его отучить? Ну, я уже тогда знал, что такое заряженный электролитический конденсатор. Потому что это где-то было 200-250 вольт. Они такие были алюминиевые стаканы. И я взял эти стаканы, понаставил, прямо зарядил их и оставил. Я там пришел, цап, а там же верхний электрод плюс, а стакан это минус. Его шваркнуло. Но это было не опасно для жизни. Ну да. Но Он понял, научился. больше не приходил. Больше не приходил. И, ну, особенно страшно. Меня посадили впереди. В смысле, второй передние. партии, да. Потому что я, если учительницу надо было что-то отвечать, ну, спросить, то я всегда был под рукой. Но особых хулиганов сажали вообще на первую парту. И был такой Живатов, я до сих пор это запомнил у меня в голове. Перед тем, как этот Джугашвили подох, собака, я только так могу назвать, он повернулся ко мне, он передо мной, плюнул мне так плевком, не одним плевком, а так заплевал мне все лицо. И говорит: вас всех жидов отсюда скоро. Уже были вагоны готовы для того, чтобы вывести евреев, как вывезли крымских татар. Подожди, еще раз. Значит, он говорил, что уже готовы. Это правда? Были готовы Да, вагоны? да, уже готовы были эшелоны для евреев. Куда их планировали? В Узбекистан, в Это уже, ну это же в 52-м году, когда это все происходит. 53-м. Так, это правда? Такое было? Конечно, это стопроцентная И правда. действительно вывезли евреев оттуда? Или это... Хотели вывезти, но он же умер 5 марта. А подожди, кто это был? Еще раз, как его звали? Умер 5 марта Сталин. Сталин, правильно. Ага, Сталин А планировал. этого звали Инжуватов. Это было как раз за несколько дней до того, что умер Сталин. Сталин планировал... Уже все, КГБ уже подогнали эти теплушки, знаешь, это в кавычках теплушки, грузовые вагоны. Ваша семья знала об этом? Конечно. И что? Готовились. И что готовили? Готовили продуктов немножко с собой, какую-то одежду, потому что выгоняли людей, вот как татар, как чеченцев тоже. Ну, они все равно люди, выгоняли всех на подряд. Вот так вывезли крымских татар, которые погибли все в пути. Мать говорила отцу: а что делать? Он говорит: я не знаю. Я просто не знаю, это было страшное время. И вот он повернулся, а я читал в этот момент, любимую книгу у меня была «Брем. Жизнь животных». Она еще была с ятями написана, и такая картонная переплет. И я бил этого Инжуватова этой книгой. Я помню, только листочки разлетелись, и по нему текла кровь. И меня еле отодрали от него. Понимаешь? Потом Абросимов был. Я иду... Получил 5 очередную по математике. Она говорит: давай дневник. Иду, он мне берет тряпку, швыряет в спину. И все ха-ха-ха. Я беру эту тряпку, разворачиваюсь. Я ее хлестал по физиономии его. Я извиняюсь, что я рассказываю это. Но я хлестал до тех пор, пока был там Потом отошел, тишина. А потом ха-ха в другую сторону было. Все, боялся подойти. Вот так я пытался себя защищать. И это в этой школе было до 8 класса, до 10-го? Это было до 8 класса.
Потому что потом Хрущев ездил в Америку Так. и ввел техническое обучение. Мгм. Это техническое обучение, эта школа попала под это обучение, где-то пищевой техникум. Отец сказал, тебе это не надо. И я перешел в другую школу. Мгм. Вот там у меня появился друг детства, ну, юности, Миша Кизельштейн, Мгм. который тоже был мужик. Мгм. И меня пытались там даже проучить мальчишки там. Ну, я не думаю, что на почве антисемитизма. Мгм. Ну, В тот момент как-то это стало уезжать. И хотели, ну, это, знаете, детские разборки. ну да. Вот, но я когда пришел, он говорит, Лёва, этот Дюкин, я с ним разберусь. Все, больше никто меня так. Мгм. И это хорошая жизнь была. Он меня учил боксу, начал учить, учить, потому что физически я себя Ну да. тренировал, он меня боксу, говорит, тебе надо научиться. Я приходил с синяком, мать говорила, что такое, с кем ты подрался? Я говорю, да нет, это я с Мишкой там Учился, да? тренировался, да. Так. А потом или в техникум, или в институт? Потом когда я увлекался радиотехникой, у меня уже вот этот изофи, там были американское оборудование, Мгм. приемники, там такие батарейные приемники, которые сетевые приемники, трансформаторы. Это я уже все это. И я, когда мне было 11 лет, из всего этого сам собрал новый профессиональный радиоприемник, когда мне было 11 лет. Мгм. Но, правда, блок питания отдельно, динамик отдельно, приемная часть Мгм. отдельно. Но когда я включил и поймал скрипку, отец мой очень любил скрипку. Мгм. И он так посмотрел на меня, как на гения, говорит, теперь я тебе буду давать деньги. Он получали аванс и так далее. Мгм. И там была мелочь. Мгм. Он говорит, вся мелочь твоя. Вот, я все такое. Потом он взял меня пошел на толчок. Мне нужен был прибор. И он по тем временам купил мне мультиметр, Мгм. тестер. Мгм. Ну вот так, а потом я всему этому... И когда я заканчивал школу, Да. я уже был профессионально, я не знаю, я не скажу профессионально, но я многое знал в радиотехнике. Ну правильно. В электронике, в Мгм. радиотехнике. И появились транзисторы. Мгм. Они только появились. А мамин брат работал в радиоклубе. Мгм. Он потом его забрали в армию, он служил в армии. В радиоклубе работал, там преподавал. И там давали некондицию. Мгм. И с некондицией появились транзисторы. Вот тогда я стал заниматься транзисторами. То есть я лампы знаю сейчас. Я сегодня могу нарисовать схему того приемника, Мгм. который я Ну да, собрал в то время. собрал Да. когда-то, да? Вот. А потом я увлекся этими транзисторами. Мгм. И я после окончания школы говорю отцу, ты знаешь, я хочу поехать сразу в Таганрогский радиоинститут. Окей. А он говорит, Лев, ты еврей, и тебе поставят по физике 5, а по русскому поставят 3. Мгм. И ты не пройдешь. Мгм. Вот я тебе советую пойти заняться физикой. Она тебя прокормит. Мгм. И я поступил на физмат. А почему он считал, что вот радио евреев не разрешат, а на физику Потому что уже разрешат? в тот момент начался опять этот антисемитизм, поменьше евреев давать образование. Мгм. Но на физику, на физтех везде принимали только евреев. Ну, не только евреев, Ну да. но им никаких препятствий не строили. И на физмате был недобор, М. потому что физмат – это физмат. И когда я пришел, стал сдавать. Мне вдруг, значит, когда я сдавал математику, Власов, чудесный человек был, физик. И он потом говорит, Лев, я всегда тебя уважал. И он мне говорит, вот А плюс Б равно 2. Мгм. Сколько будет А квадрат плюс Б квадрат? Мгм. Я ему через секунду дал ответ, он говорит, все ясно. Мгм. Я возвел в квадрат обе Ну да, части, и А и Б, это будет, тангенс альфа. Я говорю, что это будет? Тангенс и котангенс, А и Б, это умножаешь, Да. получается тангенс и котангенс сокращается, это 2. Я говорю, А квадрат минус 2.
И я поступил туда. Это было в Симферополе или вы куда-то Симферополе. значит, в институт физический Симферополь. институт в Симферополе, да? Да. И сколько Это- образования? 3 года, 4 года? Сколько в институте? 4 года и полгода надо было готовиться к Практика. госэкзаменам. Okay. Так, и что А после потом этого? я вот там я проучился, закончил и поехал в Москву. Так, Мне не в Москву, а в Ленинград. Мне отец взял путевку, курсовку в Ленинград. Ну, как экскурсию, в смысле? Как пути- экскурсию, да. И я сижу в Ленинграде, и туда приехали из Москвы родственники матери, они жили в Москве. Так, И я вдруг прихожу, смотрю, у меня на кровати печенье. Такие печенья пекла только моя мама. Они были такие вкусные, она их на соде пекла. И я думаю, ничего не могу откуда? От понять. кого? Да, а потом там записка, что Яша, я не помню, как его звали, жену, там, встретись. Значит, как бы Мы семейный встретились. рецепт, да? Да. Так, Она была в Москве в этот момент у них в гостях, и Ага. там напекла, они ехали в этой же она экскурсии, прислала. она напекла эти печенья и привезла мне. А они привезли. Потом говорят, Лёва, ну что тебе сразу ехать? А там было так, возможность тогда, что я могу забронировать, если еду через Москву, забронировать билет на... там, Чтобы остановиться, какое-то время провести в Да. Москве. Ага. И я остался. Шел дождик, я никуда не шел. Я вдруг слышу прием на первые старшие курсы, нефтяной институт, институт стали и электроники. И я пошел в нефтяной институт на Ленинском проспекте. Мгм. Прихожу, они мне говорят, да, мы принимаем. Я говорю, ну я только закончил, еще ни документов, ничего нету. Они говорят, зачетка есть? Я говорю, есть, привези. Мгм. Это институт электроники? Нет, Это нефтяной институт, Нефтяной. факультет Ага. радиоэлектроники. Так. Как я потом узнал, эти факультеты были введены, потому что армии нужны были специалисты по электронике. Да, значит, нужно было обучать. И они финансировали их. Понятно. Только появились машины вычислительные. Там первая вычислительная машина занимала весь подвальный этаж, а там огромное здание. И я позвонил, хотел Стаса забрать, но как-то его не было телефона, я забрал другого своего приятеля. Он мне взял свою зачетку и меня, и мы туда перешли. Я только сдавал химию. Okay. Потому что Да у в меня Москве. физика, математика. Это всё. уже было в Москве. В Москве уже Мгм. было. Ну, я вам скажу, что, если сказать по правде, то в этом институте я провел лучшее время своей молодости. Мгм. Мне, во-первых, уважали очень преподаватели, потому что я знал электронику уже Мгм. и так далее. Саркисов, он был тоже мусульманин. Но он говорит, наш Левочка. Мгм. Так сядет, а ты мне это нарисуй пюру, ты мне это. Я там. И полупроводники, это было самое лучшее время. Мгм. Я узнавал Москву, я узнавал людей, и там не было антисемитизма. В институте как бы... Не было. Мгм. Не было. Даже на физмате были проявления, но такие не очень частые и не очень такие злобные. А вот в школе было страшное дело. В школе и во дворе. И я когда закончил, в общем, короче говоря, мне брат уже работал тоже, он закончил авиационный институт Так, и работал под Москвой в секретнейшем институте так. военном. И меня там хотели распределить в другое место, гусь хрустальный какой-то. Он говорит, Лёва, подожди. Он пришел туда, и там заведующий самым передовым отделом, первый отдел, Мгм. был еврей, Такер. Мгм. Мгм. И он пришел к нему и говорит, у меня брат Заканчивали. владеет электроникой. Он всю жизнь этим занимается. Он говорит, пришли мне его. Я пришел, меня пропустили, все сделали Мгм. пропуск. Он говорит, ты знаешь, вот мы занимаемся тут изучением лавинопролетных диодов Мгм. и так далее. А вот у нас нет блока питания. Они работали по СВЧ, сверхвысоким частотам.
а средние, низкие частоты у них никого не было. Так. И я говорю, а можно у вас бумажку взять? Он, да, я взял, нарисовал ему схему. Вот что надо сделать. Он говорит, пойдешь вот туда, в Москве там отдел был специальный, и мы туда все пришлем вызов. И я остался в Москве. И когда я возился с этими всеми делами, с прилетными диодами, и мне дали уже вести, буквально мне дали старшего инженера через полгода. А то я получал 100 рублей. Потом стал 120 рублей получать. Ну, это деньги. Ну, в то время. Но в то время вы же не женаты, да? Нет. Окей. Нет. И сколько лет вы провели вот на этой работе? Год. Так, и что Потом потом? я сделал открытие. В смысле изобретения? Открытие. Открытие. Окей. Что это? Объясните. Рассматривая вот эти диоды и проводя с ними эксперименты, я вдруг увидел, что эти диоды... Я выключил генератор накачки, а индикатор мне показал, что происходит дальше мощность. То есть, что эти диоды излучают. По тем временам это было открытие. Это было открытие. Его тут же засекретили и так далее, и так далее. А через 2 месяца директор, он был член ЦК, вызвали меня к директору и говорит, ну, подпишите, Лев Абрамович, вы такой... Я смотрю, там 69 фамилий. Я говорю, ну, сделал-то я один, ну, завлав. Ну, он, хорошо, мы все... Вы, первый отдел сказал, жидовская морда. Нам если ты кому-нибудь, вот обычными словами, жидовская морда, если ты кому-нибудь скажешь, что-то рот раскроешь... Прямо напрямую. Прямым текстом. После армии я сказал, да погорело на меня все огнем. Ехал, уволился оттуда и не вернулся к ним. Я не мог... Подождите, армия, значит, вы служили в армии? Конечно. После вот этого института? Вот дело в том, что на физмате у меня не было военной кафедры. Так. Когда я перешел в нефтяную академию, да. там на 4-й курс уже кафедра прошла. Так. И мне сказали, тогда мы не знали, что. Мне сказали, иди работай. Ну да. То есть я остался все равно без военного образования. Понятно. И раз я остался без военного образования... Значит, нужно было служить. Они тут же мне И куда они вас послали в армию? Под Горький. На сколько там это было? Год, Володарск. 2? Там были такие комары, которые заедали меня так, что на год. На год. Потом я закончил офицерские курсы. Так. Получил звание лейтенанта. И уже вернулся туда. Но я не стал... Не в тот же институт, в другую работу искали? А? Не в тот же институт. Вы не вернулись? В тот же институт я должен был вернуться. Ну да, туда. окей. Ну, потому что 3 года я должен был отработать. Да. И опять мне диплома не дали. Но потом мне дали и на физмате диплом, и этот диплом. Понятно. Я получил 2 диплома. И я просто был обижен за то, что вот так со мной поступили. Я вообще в армии ко мне опять относились. Причем получилось очень неплохо. Кроме одного был там такой украинец, антисемит был отпетый. Но я так грустно было первое время. Лейтенант читал, рассказывал радиостанцию, как она работает. Ну, большая схема. Я много рассказываю или... Нет, говорите. И он там говорил, а я думал о какой-то девочке, которая мне там нравилась. Он говорит, Хайкин, я говорю, что? Он говорит, не что, а я. Я говорю, ты можешь повторить, что я сказал? Я говорю, могу. Я подошел, а я же уже занимался учениками, я преподавал. В Москве тоже, чтобы подрабатывал в лечебной школе. И я стал рассказывать, вот это антенна, вот это преселектор, вот это гетеродин, здесь смешиваются сигналы, здесь мы получаем вот это. Тишина была, нас там, этот рота сидела. Тишина была. Потом звонок позвонил, думаю, елки-палки, я же в армии. А он подходит и говорит, Лев Абрамович, ты можешь дальше вести занятия? Потом вызвал меня этот командир батальона, говорит, Лев, ты можешь заниматься? То есть я в армии... Ну да, тоже нашли. Да, нашел себя и это. Но вот это вот...
я даже забыл, как его фамилия, этот антисемит был ужасно. До тех пор, пока я взял автомат и сказал, если что-то в руки, если ты еще скажешь, получишь. Мгм. Хотя это было... Ну да, это уже Он неправильно. удрал с этого Кунга, но он перестал меня трогать. Так, и, значит, это в то время вы еще были в Москве или вы потом перебрались обратно в Симферополь? Как это произошло? Я когда после армии вернулся в Симферополь Ну-ка. и не мог найти работу. Нет? Даже с московским образованием? Потому что 3 года шло за мной, что я не доработал все эти вот А, запрос. А мать работала в больнице, в регистратуре. Так. Там была главврач. А главврач, муж был второй секретарь обкома. Она пришла, говорит, вот у меня сын не может. И меня устроили, говорит, пускай придет. Я пришел, ему рассказал свои события. А он говорит, на телезавод иди. И меня взяли контрольным мастером на телезаводе. на телезаводе. Так. Единственное, только так, я такой был контрольный мастер, и у меня была сменщица там. Гуляла, пела, танцевала. Но один раз я чуть, если бы я добрался до нее, я бы его задавил. Потому что я уже знал самбо. Мы со Стасом, когда учили, он меня потащил не только стрелять, а и самбо. То есть я это уже знал все дела и умел работать и руками, и ногами. И вдруг я иду, он на 3-м этаже, там здание большое было, новый, построился телезавод. И вдруг мне внизу говорит, я до тебя, жидовская морда, доберусь. Ты такой, знаешь, вот злоба. Это 4-й отдел. Раньше это были 2-е отделы, эти чекисты. Мгм. Я спрыгнул через это вот. Он драпал от меня. Потом я его больше не видел возле себя. Но если бы я достал бы, я бы сделал бы грех. Ну, Минимум я бы его покалечил. ну вот смотрите, у вас же как бы инженерное образование. На этой работе вы работали как инженер или вы работали Нет, больше как как техник? контрольный мастер. Я организовывал, я знал телевизоры, я Да. знал, как где. Я работал как контрольный мастер. Это мне очень не нравилось. А папа занимался с учениками. Да. Один из учеников сказал, что его папа работает в аэропорту диспетчером. И отец мне говорит, слушай, и платили мне 100 рублей. Мгм. И диспетчером. И я, Лёва, ты хочешь в аэропорт? Я говорю, хочу. И я пошел в аэропорт. Как пошел? Здесь он поговорил с начальником службы Попов Александр Степанович, изобретатель Мгм. из тех же мест. И он говорит, ну чем ты занимаешься? Я ему рассказал, приемники там и так далее. А какой? Я ему рассказал. Он говорит, когда можешь выйти на работу? В смысле, он готов, у него было, ему нужен был человек или нужны И знания? я говорю, ну, позвони мне. Я ему позвонил, он говорит, выходи на работу. И он меня назначил заместителем начальника радиомастерских. Мгм. А был Штей Петр Павлович, украинец. И вы знаете, на работе в аэропорту я не могу пожаловаться на неуважение к себе. Хотя антисемиты были и явные, и в лицо мне кидали, что жить там или еще что-нибудь. Но знали, что это небезопасно. А техник у меня был, техник был самый лучший. Он, Мгм. его забрали в армию, он там получил, в общем, туберкулез, ну, проблемы с легкими, операцию. Но он знал радиотехнику и любил тоже. Мгм. И потом он говорил, у нас есть 2 инженера. 2 инженера. Один думающий, другой бегающий. Мгм. Это Панасюк Ну, был окей. начальник, я был зам. Да. Другой бегающий. А потом Попов сказал, ну, Лев Иванович, строится новый КДП, ты перейдешь туда завтра дело. Что такое КДП? КДП – это контрольно-диспетчерский пункт управления самолетами. Мгм. И меня забрали туда, он меня туда перевел, дали уже должность старшего инженера, а потом тут же сдали начальника техотдела. Ну, это тоже в Симферополе, или В под аэропорту. Симферополем, в Я аэропорту? проработал там 17 лет. А, Я 17 лет. Ну, выдающийся момент был, когда я придумал вот этот подавитель шумов и помех. Приехал Никсон,
приехал, встречался с Брежневым в Ялте, я отвечал за это. Эти КГБисты стояли сзади меня с пистолетами, чтобы я там что-то не сделал. Вот. А потом улетал борт, американский борт с Никсоном улетал и создал помехи то ли специально, то ли... Я думаю, что даже специально. Потому что есть такая организация ИКАО. Это Международная организация воздушного флота. Так. И Советский Союз все не хотел вступать в это ИКАО. Поэтому стандарты, по которым пользовались, они еще пользовались техникой, которую Советский Союз получил по Ленд-Лизу. Так. Знаете, что такое Ленд-Лиз? Да, после войны. Ленд-Лиз, это во время войны помогала Америка и Англия. И по Ленд-Лизу. И я часто говорил, Александр Степанович, слушай, мы получим какую-нибудь проблему, потому что полоса пропускания приемников от 600 до 800 кГц, а по ИКАО 25 кГц всего. То есть получим помеху, и это воздух. Но я до этого уже, я привез сюда 35 дипломов по новым работам и так далее. И он мне всегда, когда конец года давал этот каталог, чтобы я выбрал себе нужные мне приборы, по тем временам цифровые приборы, это что-то было с чем-то. Вот, и он мне пришел, говорит, да, и после этого он говорит, нас же посадят. Это же предпосылка к летному происшествию было, когда борт покидал, и, Боже, царя храни по всем каналам. Короче говоря, я говорю, знаешь что, я посадил техников, мы сняли параметры всех приемников, параметры всех передающих устройств, соединили в одну таблицу. Я говорю, вот ты покажи в этом ГВФ. Кстати сказать, ваш покорный слуга лучший рецензент-изобретатель ГВФ был в свое время. Я не хвастаюсь, я просто рассказываю свою жизнь. Да. Вот. И он поехал, никто нас не трогал, ничего. Но через год мы получили разработки, уже СССР вступил в ИКАО, внутренние разработки. Я не знаю, почему не купили за границей, но внутренние разработки. Очень хорошие приемники. Сумасшедшая чувствительность, высочайшая, полупроводниковая. А использовать нельзя. Почему нельзя использовать? Потому что эти приемники, они шипели. Раз они чувствительнее. Особенно это диапазон аэрофлота, это диапазон атмосферных помех. Это 98 до 135 МГц. И этот диапазон, он был насыщен помехами. Поэтому надо было что-то сделать. Эти приемники стояли, он приходит и говорит, Лев Абрамович, я тебе зачем деньги даю на прибор? Ну вот как-то у меня получилось. Я через 2 недели техники мне собрали мои, то, что я им нарисовал. На транзистор. И сработало? Когда я позвал Попова показать ему, он любил меня. Мне всегда говорили, Попов тебя очень любит. Но он по пьянке погиб. Причем не он организовал эту пьянку. Ну, это уже другая история. Да. И, короче говоря, я ему показал. Он говорит, ты можешь сделать печатную плату? Когда мы открыли приемники, там было место. То есть они ничего не могли сделать. Эти конструктора не сделали. Но приемники были великолепны. Мы туда вставили, разработали сами печатную платочку, поставили. Полгода тишина. А вдруг Лев Абрамович там какую-нибудь диверсию придумал. Через полгода приходит Попов, говорит, у нас выносной центр. Он мне всегда посылал, чтобы я получал новую технику. Он доверял, что я все проверю, что я все сделаю. И выносной центр, то есть связи с самолетами, диспетчеры с самолетами. И мы первые на все эти 12 приемников, резервные, и эти поставили шумоподавители. Приходит, вот я сейчас вам расскажу, это может интересно. Приходит, значит, когда поставили это все, тогда назначили там техника антисемита. Потому что он за моей спиной, он мне все время говорит, что жидовская вами там управляет. Они все любили меня техники. Я так думаю. Ну, отношения мои были. Я их всегда защищал, они меня всегда. И вот он вдруг, КГБисты, они меня все время вызывали на беседу.
И, ну, что кто-то говорит вокруг, ну, давай мы поговорим. Я говорю, ребята, я инженер, я не доносчик. Ну, ты понимаешь, я говорю, понимаю. Потом я открываю пайолы. Пайолы – это такие места, такие каналы, Да. где укладываются кабели, чтобы они не болтались везде. Да. Говорю, там микрофон. Ну, я Прослушивали. выдернул, идиота, и вытянул его. Ну да. Или еще что-то. И я, когда сделал вот это все, они говорят, да, ты знаешь, а хочешь поехать в Англию? Ну, в Англию я никогда не был. Но Ну, конечно, хочу, да. я говорю, хочу. Ну, мы тебе разрешим поехать в Англию. Ну, хорошо. Партсобрание утверждает мою характеристику, все утверждает. Остается партсобрание этого общего порта. Командиры отрядов, если что-то телевизор сломался, Попов, ты можешь представить своего гения? Ну, так примерно. Ну да. Понимаешь, то есть они ко мне никогда. И всегда бытовало у них разговор. Хайкину лучше сказать «да», чем «нет». Если я куда-то ехал на приводную радиостанцию, что-то ставить, мне машина нужна была, мне все выделялось. Ну да. Короче говоря, сижу, вот там тому, еще одна еврейская дева, женщина там была. Ей тоже предложили. И вдруг говорит, ну вот у меня есть заявление, там какой-то там стоит этот замполит. Хайкин подозревается, что он зарезал человека. Вот в полном смысле слова. Так. Что он подложил бомбу под наше здание. И, в общем, и те говорят, ну, давайте мы тогда пока отложим до расследования. Просто дал им причину. Потом говорит, ну, пока мы тебе дадим путевку в Трусковец. У меня с почками были камни. Вот это... Ну да, Англия, Трусковец, не это одно и то интересно, же. правда? Да. Ну да, вся история, да. Да, я пришел, говорю, ну ладно, дайте хоть путевку. Тоже мне начали. Я говорю, так, за профсоюзом. Либо ты даешь путевку, либо я поднимаю это все, волну наверх. Получил путевку. Ну, как обсудить это? Да. Ну, да. Понятно. Вот, и я потом дальше рассказываю. Подождите, а когда вы же не то что стояли близко от кого? От Никсона? Да. С кем вы были в одной комнате? С кем вы были в одной комнате? Не в одной комнате. А где? Они встречались на корабле. Так. А я был, вся мешпуха, ну, которая стояла на берегу. Ну, корабль настолько близко был, что там они стояли. И вдруг Никсон достает эту, как ее называют, ну, радиопередачу. Да. И связывается с Белым домом. А те говорят, а ну, говори, как это у меня получилось? А я так быстро... В каком году это было приблизительно? Я не помню. Ну, когда Никсон был? 70-й, 72-й? Это было, да, 72-й, что-то вроде. Когда он посещал Советский Союз, с Брежневым там встречались. Да. И я говорю, и мне дошло. Борт стоял в аэропорту Симферополь. Он через атмосферное соединение, потому что я служил в радиоэлектронных войсках, я знал, он связался с бортом, а уж борт связался с Белым домом. Что такое борт? Борт. Да. Борт – это, ну, самолет назывался борт. Окей. Он связался со своим самолетом. Ну да, самолет имел оборудование, которое связалось уже с Белым домом. Да. Вот, ну, правда, когда летел, там, вертолет летел через ущелье, чуть не зацепился лопастью, там мы, честно, не разговаривали. Понятно. Вот, и потом меня вот все время держали, я измерял, мне Попов попросил измерять поток проходной мощности. Она же вредная очень, это высокая частота. Кстати сказать, здесь присутствующие, вот эти все блютузы, я не очень рекомендую часто их использовать. Потому что греет мозг и хорошо. Да. Телефон лучше использовать громкоговорящим, а не держать возле уха. Да. Это очень высокая частота, и она достаточно вредная. Понятно. Поэтому я, пользуясь случаем, это, может быть, станет известно другим,
но высокая частота очень нехорошо влияет и на клетки головного мозга, и на глаза. Она же жжет сетчатку, и поэтому это могут быть самые неприятные последствия. Хотя люди... Все равно делают, да. Поэтому я когда здесь делал, когда работал на Nextel, я говорю, ребята, вы же излучаете запредельную мощность. Меня вызвал senior менеджер, говорит, Лев, мы все знаем о тебе. Но если ты хочешь работать на Nextel, молчи. Okay. Может быть, сделаем небольшой перерыв? Давайте немножко. Okay. Я, может быть, И потом будем говорить о, как бы уже, я, наверное, вам много переезде из России в Америку, и потом, может быть, Ну, последнее, что я сейчас скажу. Давайте. Последнее, значит, почему я ушел из аэропорта? Так. Потому что в то время уже НАТО разработала автоматическое управление воздушным движением. Так. И какая-то скандинавская страна продала России вот этот принцип всего. Оборудование. Наверное. Оборудование. Да. За что я читал, что эта страна получила достаточно много. И они никого там ходили, ездили, что они изучать трассу, называли трассу, а разрабатывали, потому что танковое министерство производства танков сказало, что мы меньше всего возьмем денег. Надо же было деньги взять на разработку. И они разработали трассу, называется трасса. И никому не пришли, а пришли ко мне и говорят, Лев Иванович, мы тебе дадим еще 5 рублей больше, но мы хотим, чтобы ты был представитель Аэрофлота. Да. 2 года я этим занимался, не жил, не спал, не ел. Много работы было? Очень много работы было. И они ж толкатели, вот эти, которые устанавливают, они ж толкачи. Вот, и я говорю, не спал, не ел. Я даже перестал заниматься с учениками, потому что мне просто не хватало ни сил, ни времени. И поставили трассу. А потом там был полковник, представитель от армии, это же армейское все. Приезжай ко мне в Москву, поговорим. Я прилетел, пришел к нему домой приходил. Говорит, Лев, ну ты же понимаешь, мы же не можем дать тебе орден Трудового Красного Знамени. Я говорю, почему? Ну, ты понимаешь, если бы у тебя 5-я графа, открытым текстом. 5-я, в смысле, не еврей, да? Да, если бы у тебя 5-я графа была другая. Я говорю, Николай Иванович, спасибо за приглашение. Приехал. А тут мне вдруг, я провожу занятия с инженерами, выпускниками ГВФ, и вдруг мне какая-то соплюшка говорит, а что ты, жидовская морда, нам тут голову крутишь? То есть они хотели, чтобы я ушел. Назначить партийного прихлебателя, пьяницу. Я подписал заявление. После 17 лет мне не надо ваши ни бесплатные билеты, ничего. И меня тут же взяли в научно-исследовательский институт сельскохозяйственная НПО, сельскохозяйственная техника. И я ведущим разработчиком. И я там сделал балку, которая в теплице, картофельная теплица, которая вот сажала, там же надо на заданную глубину посадить семечко и так далее. Эту балку разработал с одним еще там, он за механику отвечал, я за электронику, электрику. Приехали представители, пригласили правительство, они так стояли. Смотрели на это элементная база была самая занюханная. Когда я приехал в Америку, у меня вот такие глаза раскрылись, понимаешь? И я ушел, тут же дали ему орден Трудового Красного Знамени. Кому? Попову или кому? Нет, это Попов уже в то время погиб. Этому коммунистическому, коммунисту, который там ехал, только коммунизмом занимался, партийному работнику. Ему по новой технике дали, как будто я там и не был. Ну вот, жизнь. Так было, да. Окей, давайте. Я пойду, зайду куда. Давайте, пожалуйста. Вы помните, куда? Налево? Я в туалет хочу. Давайте. Да, давайте продолжим нашу беседу. Значит, в то время, как бы вы ушли с работы в аэропорту и перешли на работу в институте, да? И что происходит? Когда это все происходит? Это уже 80-е годы? Это был 82-й год. 82-й год, окей.
И вы уже как бы женаты, уже дети? М? Вы же женаты, Да, да, дети? да, и я женился в 69 году. Как вы познакомились с вашей женой? Это интересно. Я жил с родителями, Так, и моя мама, мой брат старше меня не был женат, и мне уже было 28 лет, и моя мама решила, что я могу остаться холостяком. так, И она стала активно использовать методы, чтобы мне найти невесту. так. И вдруг я прихожу домой вечером с работы, Мгм. смотрю, у меня у нас в доме, ну, в их квартире, я с ними жил, там сидит девушка, Мгм. и отец немножко ворчит на мать за то, что она исчезла, ничего ему не сказала, где она, а потом пришла с девушкой. Так, И она говорит, вот познакомься, ее зовут Рая. так. Ну, я как-то с предубеждением относился к тому, что меня знакомят там и так далее. Хотя у меня были девушки, я с ними встречался, но мне они не подходили Ну по да. некоторым вопросам, больше такого морального плана. Окей. Вот. И эта девушка, она была очень скромная, такая, сказала, здравствуйте, мы посидели. И она говорит, ну я пойду. Я провел ее домой. Оказалось, она живет так чуть по диагонали от нашего дома, Так, с другой совсем стороны близко, улицы. да? Ага. Я привел, я говорю, ну я тебе позвоню. Она мне дала свой номер телефона, и я его с успехом забыл. А потом прошло некоторое время, в то время были модные вечера в институтах и так далее, вечера танцев, Мгм. знакомств. И я пришел со своими двумя друзьями Так. юности, мы вместе дружили. Это Саша Розенфельд, Миша Фалькович. Ну, я стою, вдруг объявили белый танец. Это когда женщины выбирают? Да. Что такое? Ага, так. А я чувствую, что какой взгляд все время кто-то остановил. Мне подходит эта девушка, приглашает меня на вальс. А я уже умел танцевать вальс, я вообще был заводил вечеров в институте. Так. И так как-то, извините за подробности и откровенность, она вот как-то ко мне притулилась, и я вдруг почувствовал, что это моя. Окей. Мгм. Вот. Ну, мы потанцевали, все. Потом я провел ее домой. Ага. А уж потом я уже телефон ее запомнил. Ну да. И мы встретились, мы встречались. Мы встречались. Нам было хорошо вдвоем. М. Но нам негде было встретиться вот так, потому что мы же уже Ну, взрослые все у были. родителей, да. Она на 6 лет младше меня, Ага. на 5 лет младше меня была. И ну где? Ну мы где-то там тайком обнимались, там целовались. Мгм. Вот. А потом я говорю, слушай, мне это надоело. Давай распишемся. Мгм. И она до сих пор всегда мне говорила, земля будет пухом. Я помню, как тебе надоело. Ну, давай распишемся. Так вы ей предложили, в смысле, Да, да? она говорит, ну ты хоть приди к родителям. Ну да. Ну, тесть мой любил немножко 100 грамм выпить. С войны же пришел. После ранения. Там, Мгм. так пили, там давали. Ну да. Я взял бутылку водки, я помню, или коньяка. Я не помню, водки. Мгм. Но только хорошей водки. Ну да. Пришел, я говорю, мне было так неловко. Я говорю, я хочу попросить вас руки вашей дочери. Ой, ты мне сейчас напомнил все это. Руки вашей дочери. Ну, тесть моя сказала, о, за это надо выпить. Зато была бутылка для этого. И вы знаете, это был удивительный человек. Мгм. Она была ангелом на земле. М. И к ней люди тянулись. Она училась на Иньязе. И к ней люди тянулись. Особенно, когда мы приехали в Москву, в Америку. А как ее семья оказалась в Симферополе? Как бы они тоже там жили, Значит, давно жили? Как они оказались там? Они были тоже в эвакуации Так. в Алмате. Потом они пришли, сестра моей тещи, Мгм. она переписывалась с отцом
раненого, ну, Так. с моим тестем. Да. И она переписывалась, а была такая ужасная трагедия. Корабль «Аркадия» Так. полный был людей, которых эвакуировались. И прилетел немецкий самолет и сбросил одну бомбу. Так. И эта «Аркадия» переломилась пополам. И выжило только несколько человек случайно, а все остальные погибли. И на этом корабле была вся семья моего тестя. Так. И он не знал, он воевал, он не знал. И только узнал тогда, когда он приехал в Симферополь, ну, потому что переписывалась с ним сестра моей тещи. И он остался один. Но так получилось, что он остался не с сестрой, а с моей тещей. Так родилась Раечка. Понятно. Вот. И они приехали, я не помню, откуда они приехали. А вообще моя семья моей матери, они приехали с Украины, с Теплик. Это был такое местечко Теплик. Теплик. Они, вот это я знаю, про погромы от деда, этих черносотенцев, про погромы, про издевательства. Это было страшное дело. Потом они переехали в Крым, потому что там в Крыму вроде было более спокойно. Да. Вот это я знаю своих баб с дедом. Но... Ну, смотри, в 1982 году это как бы уже было конец эмиграции, да? Потому что много людей уехали в 78-м, 79-м, да. 80-м. И у меня был приятель, я с ним познакомился, гаражный сосед. И он стал мне все время говорить: Лев, что ты здесь сидишь? С твоими знаниями, что ты здесь сидишь? А у меня, я же еще в аэропорту работал, форма была, вроде как это привлекательная, знаешь, такое. Ну да. Вот. И потом я как-то, ну, вроде как у меня все было такое, более-менее. И я не очень думал об этом. С другой стороны, я, в общем-то, думал, что надо оттуда уезжать. Ну да. Вот. И когда после аэропорта, когда мне уже тот сказал, что мы тебе не можем дать орден там, и так далее, и я перешел в другой институт, директором, который был еврей. Okay. Поэтому там и мой заводелом был еврей, поэтому он говорит: выходи. То есть там не было, там было интернациональное дело. Тем более я туда пришел, и мне опять как почувствовали, что я вроде чего-то знаю. Ну да, вы знаете, вы полезного знаете. Да, полезного. И вот потом мне в конце концов вручили, когда развалился Советский Союз, попросили, чтобы я возглавил экспериментальный физико-электронный отдел. В этом институте? Да. Это который селекционная техника он назывался. А потом его поменяли. Селекционная техника. Короче говоря, то есть разработчики делали, я приходил, это разрабатывали, приносили мне конструкции, я их должен был вживить в жизнь. Вот. Ну, там, естественно, куча недоработок и так далее. Ну, текущая работа. Так. Но, во всяком случае, все это, ну, последнее, что я сам нашел, вот эту работу, это в институте картошки в Москве, где я вот этот робота сделал. Это была балка, и стояли двигатели по 10 киловатт, которые въезжали в заданную... Тогда еще вычислительной техники не было. Вот у меня был диплом, между прочим, когда я заканчивал электронную академию, ну, факультет электроники в академии. Тоже автоматическое управление станком. И у меня-то, мягко выражаясь, я не хвастаюсь, я говорю, как было, что у меня студенты вылезли на руках, а преподаватель скажет: ну, это ж наш воспитанник. Ну да. Понимаешь, тогда еще не было вычислительной техники, но я на разности частот, промежуточных частот, все это делал, резец влево, вправо, куда мне надо, то есть автоматически уходил и так далее. Вот это моя была
дипломная работа. А потом я вот этот сделал, и он мне говорил, тебе надо уехать. Вот тогда я решил, что надо. Это в каком году было? Где-то Да, 80... и я ездил в Москву и бросал в посольстве, как только я приезжал в Да. Москву, я бросал в посольстве анкеты. Мгм. И И лишь никогда... потом моя ученица, которую я готовил по физике, она встретила меня и говорит, Лев Иванович, а почему вы здесь? А я говорю, а где я должен быть? Она говорит, столько вам вызовов присылали. Они валялись на почте. Я думала, что они вам не привозят, потому что вы уехали. А, просто они вам не хотели приводить... Не привозили. М. Я бы уехал, может быть, на 3-4 года раньше. М. А когда я уезжал, уже земля горела, бандитизм был жуткий. Так, когда вы уехали в конце В концов? 94 году. В 94-м. Тоже из Симферополя. В то время... Из Симферополя. Из Симферополя. Умерла теща, и мой брат моей жены не был включен в заявку мою. И он еще не хотел, но он уже пил очень нехорошо. Мгм. Вот. И мы его оставили, но я сказал, мы как только приедем, мы сразу в иммиграционный центр, мы тебя вызовем. Да. И когда мы получили в один тот же день 2 извещения, я получил, что его вызвали на интервью, и второе, что его убили. Бандиты убили, чтобы забрать квартиру, или я не знаю, что там было. Но он пьян, он пил, он уже, когда выпивал, он нес всякую хинею. Понятно. А семья у него была? Нет. Окей. Кстати сказать, он нашел украинскую девочку, Ага. которая его любила, которую он любил, а теща стала на дыбы. Нет. Не хочет. И она сделала ошибку, попросила его друзей, чтобы они как бы высказали свое отношение к ней. И друзья были евреи, конечно, у него. И они стали там, вот, да ты что, Саня, да что ты? И он ее отвез обратно к маме. Если бы, ну это так мы говорили, если бы было, может, что-то было бы Ну да. иначе. Мгм. И она на этой почве, она очень любила его, и она умерла. Окей. Вот, я стал, когда уехала сюда мои уже родственники. Еще раз. Значит, Сюда кто первыми уехали мои родственники. ваши родственники? То есть мой дядя, моя тетка, а мой папа и муж моей тетки Значит, ваши кузены были как родные бы... братья. Да. А моя мама и тетка родные сестры. Окей. 2 брата женились на На ней. двое сестер. И они, мы приехали мы когда сюда, они послали в иммиграционный центр уже о нас. Да. Да, и оставалась еще одна тетка моя Так. с мужем. Ну, они были явно Уже пожилые? пожилые. Да. Вот, короче говоря, я их всех увез с собой сюда. Окей. Это было зависимых, ну вот, тинейджер моя дочка, Да. моя мама, ее сестра, ее муж. Мгм. И мы сюда стали собираться. Но уже мне вызов привезли, прямо ХИАС привез домой. Значит, как бы в руки... Не по почте, а Да, домой. да, да. И я ездил с ними в Москву на интервью, на эти все процедуры и так далее, и так далее. И где вы оказались, когда приехали в Америку? В Мичигане. Как это произошло? Значит, родственники, которые уже мне прислали, Да. они обосновались в Мичигане. Просто так, как бы, так получилось? По-моему, так получилось. Окей. Причем так получилось, что мой брат, ну вот он почти родной, не поймешь, как родной, Да. вот, он был женат на женщине, у которой родственники были в Америке. Вот как получилось. И это какие-то дальние родственники. Так. И они жили в Мичигане. Так. И они приехали в гости. И тогда она говорит, я вам пришлю вызов. И они приехали в Мичиган, а брат с женой. Да. К сожалению, он умер тоже. Мгм. Вот. А потом приехали родители. Понятно. Родители, Это сестра. уже все как бы потом уже уже мы приехали в Мичиган, да. И когда мы приехали, я мог писать, Мгм. потому что я учил английский в средней школе,
на физмате, Да. в нефтяной академии, мог писать, читать, немножко говорить, но не мог слышать. Ну да. Я был как инвалид. Мгм. Мне что-то говорили, я не слышал. Ну, И я говорю: "Рая, слушай, мы же..." Они нам сняли апартменты. да. Я говорю: "Рая, слушай, ну пойди скажи им, что я могу руками водить". Мгм. Она пришла, они говорят: "Хорошо, пускай придет". И 3 месяца они мне говорят: "Только у нас есть работа убирать территорию Мгм. апартмента". Я начал убирать, еще не было, до этого я руками все Ну да. убирал-то. Мгм. Вот, а потом пришел там черненький мужчина, их разнорабочий, ему поручили поменять лампы дневного света. Он пришел, сломал ее, чертыхнулся, я говорю: "Давай я поменяю". Мгм. А я нашел Nissan Center за $350, потом выторговал за $325, Окей. его восстановил и ездил на нем. Вот, и я говорю: "Давай я попробую". Он говорит: "Ну, давай". А потом я стал, ну, для меня это... И Ну, вы знали электронику, вы знаете, как да, это и все я работает. поменял все лампы. Потом я увидел, что ведь не всегда лампа виновата. Виноваты балласты. Мгм. Поменял им балласты. Там был менеджер очень хороший, Ричард. И он говорит: "Лев, у меня уже балластов нету. Что ты делаешь?" Я говорю: "Ты хочешь, чтобы светило? Давай". Не хочешь, не надо. Потом у них было шатаут, то есть отключение Мгм. полное. Прибежали: "Ну, ты инженер, иди посмотри". Я говорю: а я еле понимаю, Ну я да. пошел, чтобы язык Мгм. услышать. Я им тоже сделал. Ну, а потом я пришел через 3 месяца, а моей панч-карты нету. Я так расстроился. А мне говорит, ну, видишь, мы в другую тему ушли. Да ладно. Расстроился, а там они ко мне очень все хорошо Мгм. Ну относились. да. Это которая, ну, типа секретаря, я знаю. Она говорит: "Сейчас я тебе напишу". Потом Ричард позвал меня, говорит: "Лев". Он мне попросил документы об образовании. Я привез еще, у меня этот Сахнут не сделал, да не Мгм. перевел, а были только то, что я там сделал. Принес ему переводные. Мгм. Он меня вызвал: "Иди сюда. Слушай, с твоим образованием иди ищи работу. Мгм. Ты найдешь. А на эту работу мы любого найдем". Я был такой огорченный, Мгм. пришел, позвонил и говорю: "Раечка, я работу потерял". А нам же запугивали. Ну да. Эти хиасы, вместо того, чтобы помогать, они запугивали: "Если вы не то сделаете, если вы не так, если вы не помоетесь, если вы..." Мгм. Короче говоря, ну, в общем, немножко русско-советские дела. Мгм. И я все же добился, чтобы они мне дали официальные переводы моих документов. И я пришел, она говорит: "Ничего, была шея, хомут найдется". И мне позвонила из Jewish Vacation Service Мгм. и говорит: "Лев, у нас есть работа там собирать эти, как их называют, ну, адвертайзмент, который Мгм. светящийся. Ну, у нас есть хорошая компания, им нужен, иди туда". Я туда пошел. Мгм. Я пришел, а говорить не умел, слышать не мог, Ну да. говорить мог. И я пошел с Раей. А вайс-президент как раз меня зазвал меня, и я говорю: "Я не могу вот так, ну". Ну да. Он Полгода. говорит: "Все будет нормально". Мгм. И он стал моим другом, Мгм. еще говорим другом. Но я, ну, первое, что я стал работать на почте, на шиппинге. Так. И у меня пальцы, кожа на пальцах лопалась, потому что это ж целлюлоза, это бумага. И я проработал, но я вижу, там ремонтируют станки Мгм. специально. И я смотрю, они молотком забивают подшипники, оси выбивают. Я подошел, так смотрю, я говорю: "Ребят, что ж вы делаете? Ну да. Вы же их не даете им жизни дальше". Они говорят: "Ты на шибе иди". А этот вайс-президент Давид меня позвал, Макдональд, Дэвид Макдональд. Он позвал меня, говорит: "Лев, что тебе техника нравится?" Я говорю: "Да". А он говорит: "Окей, потерпи". И через 2 месяца он говорит: "Ну, на шиппинге мы нашли уже,
а ты иди занимайся. Мгм. А что делать? Он мне не сказал. Ну да. Ну, что я стал делать? Я человек техники, я люблю инструменты. Ты же видел, когда... Ну да. Вот, я люблю инструменты. Я перво-наперво навел порядок со всеми инструментами. Мгм. Он тогда взял меня, собрал комнату там специально. Я говорю, здесь будешь делать. И я им закрыл все сервисы. Потихоньку стал появляться язык. И я там слитерные машины, которые режут карточки. Мгм. Их вначале печатают на томографах, а потом режут их Так. на заданное. Мгм. Они должны быть очень точные. И я закрыл им все сервисы. То есть они не перестали... Собственно, никому другому не нужно было платить, и вы Ну, начали да, все да, обслуживать да. сам. Они мне начали платить $6 в час. А через 2 месяца я получил $7 в час. А еще через месяц я получил $9 в час. Звоню, счастливый Раечка, $8. А еще через месяц $9. И я уже ремонтирую такую катер-машина огромная, она сложная. И кладу такую пачку бумаг, и она режет, опять же, точно все. Мгм. И она часто выходила из строя. И я говорю Давиду, знаешь что, давай я ее передизайнирую. Вот те узлы, которые не работают. Он говорит, сюда так. Взял меня в машину, повез по всем бизнесам, которые саппортуют бизнесы в этой эре. И говорит, Лев поедет, давайте ему все, что он попросит. Платить буду я. Мгм. Ну Он да. мне доверял, все. И я нашел уже электронные схемы, туда поставил, переделал, и машина заработала без перебоев. Ага, знаешь, такая машина, которая целлофаном обвертывает Да. эти вот. И она все время выходила из строя. Да. Я опять применил свои мозги Мгм. и сделал так, что она перестала выходить из строя. Мгм. Потом эти слитерные машины, там использовались двигатели переменного тока. Так. Но надо все равно менять скорость. И там была такая тупая идея, скорость меняли за счет натяжения ремня. Мгм. А в каждом двигателе есть термозащита. Как только натянул, двигатель нагрелся, выключился. Мгм. И он говорит, Лев, ну надо что-то сделать. А я стал собирать старые телевизоры, выбрасывать. Ну да. Потом медь там размагничивающую оставил, платки оставил, корпус выкинул. Ну да. А потом я говорю, можно я тебе сделаю этот спид-контрол? А он говорит, а ты можешь? Я говорю, попробуем. И я из этих старых деталей сделал спид-контрол. Так. Поставил. Прихожу, каждый раз, когда прихожу, что-то... А началось с того, что вышел из строя ультрафиолетовый закрепитель надписи. Так. Он был очень мощный. И там было 6000 вольт. И он вышел из строя. Я его посмотрел, и он говорит, ты можешь посмотреть? Подошел уже супервайзер. Я говорю, посмотрю. Я посмотрел, и вначале, знаешь, у меня не было времени, а мне же хотелось удержаться на работе. Ну да. И я говорю, знаешь, вот мне кажется, что это реле, вот термореле там. Он говорит, хорошо. Я думаю, нужно же выиграть время. Потом на следующее утро прихожу, лежит реле. А я же привык, что наши Занимает время, да? союзы Да. были, Годами. снабженцы, эти, что Да. были годами. Ну, вот так мне понравилось. И я понял, я говорю, слушай, а ты документы имеешь от этой? Это огромный балласт, Ну потому да. что лампа ультрафиолетовая 5 киловатт. Я говорю, ты имеешь документы? А он говорит, я тебе найду. Я нашел, я взял лампу, почитал ее тип. То есть тип и размер тот же самый. Ну да. А он заказал другую лампу. А. Я говорю, закажи эту лампу. Да не, Лев, закажи эту лампу. Я умел настоять. Мгм. И он заказал, я прихожу, уже все работает. Я говорю, во. Мгм. Я сделал спид-контрол, поставил на слитеры. И во. А эти женщины, которые там работали, пользовались этим. Им надо отдохнуть, а деньги сплатили за час. Ну да. Они, Все равно тянули. машина стоит, мотор остывает, они отдыхают. Ну да. А тут они говорят, Лев, что ты сделал? Да, им нужно работать, да, все время? Понимаешь? Ну да. И я сделал. Потом я говорю, знаешь что, давай. Он говорит, а ты можешь на другие?
Я говорю, могу, только давай типа размера, только браш мотор. Мгм. То есть типа постоянного Ну да. двигателя. И я говорю, иди бери, заказывай. Я уж сам все ездил на своем На чем вы Ниссане. сделали, как бы вы разработали Я взял, новую поставил, технологию? прихожу вот так Ну да. показывать. А потом получилось так, что, ну, в общем, я передизайнировал много, но один раз он мне подвел к машине такие карточки. Я, может, тебе покажу, если захочешь потом. Ну-ка. Такие новая технология. То есть вот есть фантики Мгм. конфетные, Да. там краска такая. Да. Вот они, эта краска переходит на эту целлюлозу под действием температуры Так. и под действием температуры и давления. Так. И вот на этом принципе эти карточки стали делать. Очень дорогие, за них они получали хорошие деньги. Он пришел и говорит, Лев, а это основа была такой немецкий пресс, но очень powerful. Да. И Чикаго Тул сделала такую, разработала аэромеханическую приставку. Так. И самое дорогое – это материал. Используется 3-4%. И потом каждый раз этот оператор, там как манки, как обезьянка бегал вокруг, это настроить, поставить. И он меня подозвал, говорит, Лев, может, ты что-то с этим можешь сделать? Мгм. А я говорю, да, я должен подумать. Он, вот это Говорит, движение. думай, да? Да. И я говорю, я попробую. Потом я посмотрел, что там плунжер стоит. Мгм. И давил такой огромный ресивер с этим, с компрессором. Мгм. А тарахтело всю дорогу в этом. Я открыл, потом посмотрел и понял, что это приставка очень дохлая. Мгм. Что этот плунжер заедает, он перекашивает, его заедает. Показал ему, говорю, Дэйв, эта машина не для работы, это джанк, приставка. А говорит, а что надо сделать? А я с перепугу говорю, новую придумать. Придумали? А он говорит, Ну да. я говорю, потом испугался, думаю, в Америке вроде все придумано. Ну да. И я говорю, слушай, только это артворк я должен сделать, потому что проверить физический принцип, который я придумал, артворк, а потому что первый образец сделал. Он говорит, он мне заказывал любые детали, как только скажу. И я проработал месяца 3. Он подходит, Лев, а у меня уже почти все было готово. Я проверил, рассчитал все, поставил счетчики, все. Цифровая техника. Я же тебе говорил, что, может быть, мне помогало то, что я знал аналоговую и цифровую. И я, когда это все это поставил, приходит, говорит, Форд нам дает заказ на $500 000. А это была средняя такая компания. Так. Чуть-чуть больше, чем маленькая. Он говорит, ты можешь запустить машину? Я говорю, дай мне еще 3 дня. Потому что я все проверить. Ну, да. Но я работал все время с этим оператором, Так. Марк. Ага. И этот оператор, если у меня какие-то вопросы были, я говорю, Марк, а ты вот это считаешь, вот это считаешь. Когда я поставил, потом я выхожу, Марк все время там, потому что нету Марка. А машина работает. Да. Я думаю, где же Марк? Выхожу, они там курят. Я говорю, Марк, Машина чё работает, да. а он, так она же работает, зачем мне там надо быть? В смысле, все работало без него. Стало использовать этот color материал, стал использоваться на 60-65%. Разница есть. И заряжает, и работает. И они через 2 недели весь заказ сделали. Ну, это когда большое дело. Он приходит и говорит, Лев, я пришел, он мне дает карточку, чиф-инженер. А я уже немножко мог говорить. Кто-то приходит, а масло поменять, что-то, я уже... И он говорит, приходит, ты можешь еще одну машину сделать? То есть у них было 2 пресса. Да. Один более мощный, но он стоял вообще неиспользуемый. И я сделал этому пресс. Стал разрабатывать пресс, уже и механику всю полностью сам. Нашел друга, приятеля, инженера, механика, он работал на Форде. Я ему говорю, Дим, ты можешь мне помочь? Я тебе заплачу. Потому что я мог и сам это делать. Но он это более профессионально. Он владел кадом, который для механического дизайна. Ну да. Вот. И я сделал, все поставили, заказали, какие нужны детали, запустил 2 пресс. Я говорю, ты хоть мне, заплати мне хоть немножко. За первую не дали. Он говорит, я тебе заплачу 3000, а потом
всего, я говорю, заплатил мне 1000. Но зато когда Рая болела, они держали иншуранс, у меня уже Nextel нашел с этого момента, меня искали, работы меня искали. И они заплатили все за иншуранс, все, еще мне платили, чтобы я приходил, им там решал, помогал. Я работал по 14 часов. Плюс потом нашел вторую работу, проектировал балласты, электронные балласты для лампы, для электронной, для ультрафиолетовых ламп, для Европы, там они нашли. В другой компании, в смысле? Да. Ну, у меня Nextel нашел, я понял, что я уже... Okay. И что было в Nextel? В Nextel у меня был Бахай. Что такое Бахай? В смысле, так. Он меня видел, провел меня, вот это Дима, мой друг, да. Они ему предлагали. Он сказал, я механик, но у меня есть друг электронщик и очень разбирающийся. И он говорит, ой, ты можешь ему сказать? А я компьютеры не знал в лицо. То есть я их видел, но работать на них не мог. Но я уже начал изучать программу для разработки печатных плат. Так. Сам. Некому было. Я читал, пробовал и так далее. Уже знаю, то есть я с компьютером стал немножко заниматься. И я пришел туда, они говорят, а ты Excel знаешь? Я говорю, не знаю. Говорят, научимся. Идите к нам. Okay. Я пришел, этот Бахай взял, и вот мне везло так на хороших людей. Он повел меня, я говорю, смотрю, это, говорю, вы используете логопериодические антенны. Он на меня посмотрел и говорит, идем, пиши заявление. И я стал работать у них консалтингом. И что делать? В смысле, тоже по радиоэлектронике? Чем я стал заниматься первое? Есть такая, значит, Nextel работал, это walkie-talkie. То есть очень любили этот и телефон, это одновременно. Это очень подходило для GM, очень подходило для Форда. Особенно GM любил это. И для medical facility, ну там же в подвале очень много, наружу сервис хороший, сервис, а внутри ничего. И надо было создавать вот там сервис, используя внешний сигнал. Вот с этого я начал работать в Nextel. Не знаю еще, но уже дизайном я сам придумал. Ну, все эти конфигурации. А вот сам Excel я еще, там же надо... И я ночами сидел. Поэтому я не мог на других работах. Они говорят, Лев, ну, когда-нибудь хоть приходи к нам. В ту предыдущую. Да, но я не мог ни в эту маленькую компанию же корейскую, которую сделали для... Я сделал дизайн для огромных холодильников, ну, комната холодильник. Там нельзя использовать обычную лампу, это же холодильник. А раз будешь греть, там надо ультрафиолет, эти флуоресцентные лампы. А флуоресцентные лампы, они тоже греются. И они могут выходить из строя. То есть сёкет должна быть очень чувствительная. Так. И мне он сказал, когда я нашел, так разговорился с его girlfriend, и приехал ночью, они работали. Я согласился, мне надо было семью поднимать. И я разработал вот этот вот, он мне сказал, вот если ты за 2 месяца придумаешь это изобретение, то мы тебе будем, сейчас мы тебе будем платить $18 в час. Для меня это была обалденная сумма в тот момент. И он говорит, тогда ты будешь, а мы тебе дадим 23. И в последний день, вот так мне все равно Бог, я считаю, что Бог мне всегда помогает. В последний день я нашел это решение. Позвал, я говорю, там, иди сюда, проверяй. А там стою, вот так дрожу. Он все проверял, говорит, Лев. Сработало? Работает. Но пока все равно $18 было. А мне неудобно было, я тоже ценил это вот, хотя это был, я был self-employment. Ну да. И он мне говорит, знаешь, вот это еще надо. Потом вот эти системы делали, заказали автобусы. Потому что в автобусе тогда уже началась болезнь, надо было убивать микробы, а ультрафиолет убивает микробы. Так. Значит, была трубка, куда вставляли ультрафиолет,
кстати сказать, вот метро, не метро, а эскалатор, когда поднимаешь, там под низом ультрафиолет, обезвреживает вот этот эскалатор. И там трубка, прогонялся воздух через ультрафиолет и выходил чистый. И вот он ковырялся, вот такой трансформатор, такой, потом подходит и говорит: Лев, как твое мнение, может быть, что-то можешь сделать? А заказ был хороший. Я говорю, просто подумал, говорю, там, а зачем тебе 250 трансформаторов? Возьми один сердечник, все эти сердечники, если вместе, меньше витков намотай, и будет работать. Он так приходит через пару дней и говорит: Лев, ты посмотри, работает. То же самое у них были вот эти лампы. Надо было эти балласты сделать, такие, чтобы они не грели, и вместе с тем, чтобы защита была. Так, а в Nextel, где у вас был как бы американский антисемитизм, опыт американского антисемитизма? Вот Nextel. А что там произошло? Вроде бы все началось хорошо. Прекрасно. Так. Пока там сверху пригнали, ну, приняли на работу немца. Okay. Его потом я узнал, что я случайно вот ехал на гараже исследования, то у нас там Курт работает, мы в 1954 году приехали из Германии туда. Он без образования, техническую школу, какую-то техшколу закончил, что ли. Его посадили инженером 4-й группы, и весь этот in-building дизайн, который надо было делать для огромных facility, вроде как его посадили как руководителя этой группы. И дали ему еще одного инженера тоже, который раньше занимался этим делом. И мы стали. И там еще был. Но до этого меня вроде приняли прямо. Я был консалтингом, а меня прямо приняли в Frequency Group. И там был менеджер, который... Не только меня, он просто изводил людей. Люди увольнялись. Плохой, нехороший менеджер. Були менеджер. И я был последний. После этого этот Сия, он, все, которые отзывались обо мне плохо, там много работали арабов. Он их убирал. Так. Вот он, когда он тут стал и на меня какую-то грязь лить, я пришел и вызвали меня, я говорю: я же этим не занимался, это он занимался сам. После этого этот Сия его сказал: ты не можешь быть менеджером. Потому что очень много толковых ребят потерял. Да, уходили, ага. И вот он с этим Куртом, они были, его звали Курт. И вот я сижу, работаю. Ну, я тебе скажу так, что за последние 3 года в Nextel я разрабатываю дизайн, делаю сервей, потом я придумываю, где поставить антенны и усилители, и откуда вход взять и так далее. Я делал 650 проектов, по которым контракторы устанавливают эти проекты. Я еще учил этих контракторов. Ну да. И так далее. И я чувствую, что все время ко мне какая-то придирка вначале шла. Потом я говорю: слушай, да это неправильно. Он мне отзывает, там была комната такая, и говорит: ты, fucking Jewish, будешь делать то, что я тебе скажу. Я развернулся и ударил его в челюсть. Никого не было. Я говорю: если ты еще раз мне это скажешь, я тебя задавлю. С этого момента он боялся со мной соприкасаться наедине, но все время, как в конце года идет этот, как она называется? Ревью, да. Ревью. Да. Он мне все время пишет, что я и такой оставить, не потрушать ничего. А сам бездарь начинает. Потом на какое-то время мы разделились. Вдруг меня вызывает, вот там реорганизация была, и говорит: Лев, там в одной организации гарблинг. Гарблинг – это когда не чистый звук слышишь, а вот такой. Ты можешь съездить? Ну, для меня я поехал, огромная компания была, я поехал. И приехал, я вижу, там перегрузка усилителей идет. И причем там это на лицо видно. Это просто, ну для меня просто. Я приезжаю, он подходит, говорит:
Ой, что ты сделал? Они мне позвонили, говорит, столько приезжал, и никто не мог сделать, даже этот мой коуверка. А ты там 5 минут повозился, сделал. Я говорю, Курт, перегрузка. Перегрузки, рисуем ему синусоиду и так далее. А он говорит, Лев, ну я ж только техническую школу закончил, я же не понимаю, что ты говоришь. В общем, короче говоря, это было, я уже чувствовал, что этот приходил к нему, этот бывший менеджер, они это что разрабатывали, тут же вызывал, да ты там туда поехал, да, туда. Я говорю, да это не мой дизайн, что ты Нет, твой. Nextel делал так, вот, ну, праздник, хорошие результаты и так далее. Люди сидят за столом, кушают там и так далее, и кому-то дают, вручают чеки. Последний раз, когда у меня уже терпение лопнуло, он, причем так, приходит, Лев, вот между, ну, сейчас это одна закончу, сидим, он садится напротив меня за столиком. Моя мать при смерти. Всем дают конвертик, кому там 50, кому $100, а он сидит и смотрит, как же я буду реагировать. Мне даже не назвали мое имя. Потом, когда все закончились там и так далее, что-то собирались там говорить, я поднялся и ушел. Он меня вызывает на следующее утро, ты почему оттуда ушел? Я говорю, какое твое дело? Я ушел, потому что мне там неинтересно. Потому что там всем чеки дают, ты победитель соревнования, ты даже не знаешь, что это делать. А ты спрашиваешь, что это, почему я ушел? Потому что я не давал ему очень много издеваться надо мной. Ну, результат получился, он что-то, да я пойду, я говорю, иди. Да. Прихожу к сеньор-менеджеру, уже другой был, к сожалению, ну тоже очень хороший. Я говорю, Майк, сколько я буду терпеть? Он с ним разговаривал, не трогай льва, лев работает. Кончилось тем, что я сказал, до свидания. И ушел. Просто повинулся и ушел. Ну, да. Они тогда, вот мы тебе, ничего. Да мы тебе вот вернись, ты нам нужен. Я говорю, не вернусь. Хотите, чтобы я вернулся? В другой департамент. Он, говорю, антисемит. Он мне такое сказал. Он с этим Лу Рейма это делает. Я не могу так дальше с вами работать. Контракторы звонят. Лев, ну ты нам нужен. Они что же зависят? Ну да. Ну вот это был антисемитизм в Nextel. Он был Курт Голан. Фамилия его Курт Голан. Ну, да. А то Лу Рейма. И третий был из HR. Ну, я его не помню сейчас. Ну, это не важно. Ну, Да. это не имеет значения. Да. Ну, вот это вот в Америке. Ну да. Хотя во многих меня очень многие встречали, помогали, понимали, ценили. Я не знаю, вот так. А на проверку вот еще у меня сосед объявился, который, пока не было забора, орал песни, что Гитлер молодец, и что он уничтожал евреев. А он украинского происхождения. Бывает везде, да? Обидно, конечно. Да. Вот. А в школе, когда дочка моя младшая и старшая, ну, все время фотографию на доску почета. Вот так вот перечеркнут, усы дорисуют, жидовка. Правда? Это в Мичигане, в Детройте? В Мичигане? Не в Мичигане, в России. В России. В России. Поэтому я сказал, в Америку. Думаю, ну в Америке нет, а вот бывает и Так, такое. Бывает такое. Ну что, может быть, сделаем перерыв? Давайте. И после перерыва как бы уже... Я не замучил вас? Нет, все хорошо. Может быть, да, после перерыва уже как бы сделаем фотографии и Да. начнем как бы Да, закрываться. да, Okay. David, can we take a break? Я думаю, что я, может быть, готов. Я как пионер. Ну, хорошо, значит, мы как бы говорили уже о вашей работе в бывшем Советском Союзе, потом мы говорили о вашей работе уже здесь, и как бы сейчас вы уже ушли на отдых, так сказать, да? Давайте поговорим о ваших детях, о ваших внуках. Вообще-то, по жизни я люблю детей.
Потом я не люблю быть один. Поэтому прошло время, когда я знал, что мне надо встретить подругу. Ну, я уже сегодня говорил, как мы встретились, вот, но я очень был счастлив встретить ее. И у нас была вначале вообще жизнь без особых трений и так далее. Но, к сожалению, в этом государстве, где мы жили, в бывшем Советском Союзе, было создано такое условие, что жилищные проблемы были и так далее. И у меня были некоторые трения с моим братом. Я не хочу на этом останавливаться. Вот. И мы, в конце концов, построили кооператив. И не хочу о плохом говорить. Просто хочу сказать, что у нас прошло время, и у нас появилось чудное создание. Это моя старшая дочечка. Зовут ее Женечка. И родители мои очень... Она была первенец в нашей семье. Особенно ее любил мой папа, потому что его маму звали Геня, то есть Женя. И, как говорили его братья и так далее, что баба Геня, то есть моя бабушка Геня, она любила очень моего отца. И она говорила, у моего обрумочки на дверях будет написано золотыми буквами, кто он такой. И он очень любил тоже мать, потому что он рано потерял отца. Он очень любил мать. И когда родилась дочка, мы думали с женой, как назвать ее. Ну, жена хотела называть ее Олей, в честь своей бабушки. Я поступил нехорошо, но я хотел сделать приятное своему отцу. Я пришел и говорю, ты хочешь, чтобы я назвал ее Женей? Мой отец сказал, да, если можно. Я взял документы, я извиняюсь, что я рассказываю такие подробности. Я взял документы и отдал их в ЗАГС по имени Женя. И моя жена была расстроена, и моя теща. Вот, особенно подогревал это дело мой брат. Вот. Но ей имя Женя осталось. А впоследствии мы родили еще одно чудо. Вот этому чуду мы дали имя Оля. Что все рады. Да. Женечка росла. Первое время такое не очень она была здоровенькая, но потом я возил ее в лес в летнее время и так далее. Все стало на место. Она долго не могла научиться ходить. Но вот читать она начала в 2 года. И научил ее это дед. Шли мы с ней гуляли. Мы с ней всегда гуляли по воскресеньям. Потом я получал взбучку от жены, что ты забрал ребенка, чем ты ее кормил. А я ее кормил манной кашей, где-то заходили. Ну и потом заводил, конечно, в книжный магазин, где все меня знали, потому что я всегда просил, чтобы мне оставляли книги по радиотехнике. Она ходила и читала. И вдруг я шел с ней в парке, ей было 2 года, и, может, несколько месяцев от роду. И она говорит, T-I-T-A-T-N-T, танцы. Я так посмотрел, говорю, что ты сказала? Она говорит, танцы. Я говорю, какие танцы? Ну вот написано танцы. Я не знаю, это евреи, это люди книги, как я понимаю. И, наверное, это то же самое произошло. Взахлеб читала, много читала. Отец, ей было 6 лет. Он ей рассказывал задачи по физике. Она что-то не понимала, 6 лет. Он ее там штурхнет, да что ты не понимаешь? Она шла, жаловалась моей маме, бабушке. Он меня штуркает.
через минут 10-15 отец подходит: Ида, смотри, она решила задачу за 6 класс. Мгм. Результат какой? Сегодня моя дочка в Тель-Авиве преподает учителям физику, Мгм. методику физики. Сама физик, методику физики. Мгм. Ну да. Прекрасно знает язык, прекрасно язык от жены взяла. И она росла хорошим ребенком, но вот антисемитизм заедал. Даже были такой бандит, хулигана берет, палкой ударил ее по голове, жидовка. Мгм. Я хотел с ним разобраться, я бы с ним, естественно, разобрался. Вот, но Женя говорит: папа, она ездила в лагерь, она все время получала вот это ядовитость, Мгм. злобную ядовитость к евреям. Это шло или через 7, я не знаю, лет зависти. Я не знаю, чем объяснить. Да, среди евреев очень много именно людей, науки, книги, преуспевания. Но делайте то же самое. Мгм. Поместили на доску почета, нарисовали, дорисовали жидовка. Мгм. Ну, как оценить, как это? Единственное, только надо было либо физически воздействовать, либо, значит, каким-то образом терпеть. Мгм. Она росла очень толковой девочкой. И самое интересное, что вот это, наверное, гены, учительские гены преподавать, они вот, потому что мой отец не поехал ни с Курчатовым, ни со Щелкиным, не занимался ядерной физикой, а он любил преподавать. Мгм. А потом, когда я закончил институт, вернулся, он сказал: ты же физик. Хотя я уже преподавал сам в вечерней школе, чтобы подработать, когда учился во втором институте. И так он приходил, и вот сидит, смотрит. Я занимаюсь с учениками. Ну, вот один раз он был очень жадный на похвалу. Мгм. Но я всегда был рад его оценке. Мгм. Даже отрицательные или положительные, Ну но да. оценки. И вот я рассказывал детям статистическую физику, которые приходили ко мне домой Мгм. за знаниями. Я такой пример. Физику трудно объяснить и рассказать, Мгм. если не владеть аналогией. Так. Аналогия – это тот инструмент, которым нужно пользоваться для того, чтобы передать знания другому человеку. И я рассказывал статистическую физику, я говорю: ну вот представьте себе, это движение молекул, атомов. И я говорю: представьте себе, что вы в вертолете, вы над городом, утром хаос, люди куда-то бегут, ничего, вроде как ничего, там Мгм. невозможно найти закономерность. Я говорю: ну посмотрите, один поток идет на один завод, другой поток идет на другой завод, третий идет в детский сад, четвертый. Я говорю: так и в физике. Атомы, молекулы, но мы можем найти там закономерность. Прикольно. А мой отец идет, как будто он вздремывает. А когда ушли ученики, он мне сказал: Левочка, ты перерос меня. Знаешь, как было Ну да. приятно. Мгм. Вот. Так же и он научил Женьку. Мгм. И вот, насколько я помню, я вдруг зову свою жену, Женя говорит так: Петров, Сидоров, Иванов, придумала им какие-то имена. Там никого не было, она играла в школу. Ну да. Берет карандаш какой-то и начинает им все это рассказывать. Я говорю: Рая, посмотри, Мгм. Это уже посмотри, она же ну учитель. да, с раннего возраста она уже учила. Да, Ага. и вот, вот это вот у нее было это в крови, наверное. Ну, прекрасно. Вот, а Райш тоже преподавала. Но Мгм. это, ну, в общем, вот такой рос ребенок. А когда пришло время поступать в институт, Рая хотела, жена хотела, чтобы она поступала на английский язык и Мгм. так далее. И я говорю: Женечка, иди на физику. И повторил ей слова моего отца. Мгм. Она тебя прокормит. Потом мне жена немножко говорила: вот, ты засунул девочку, она могла быть... т-т-т». Я говорю: Раечка, она английским владеет лучше, чем кто бы то ни было. Мгм. Без иньяза. Ну да.
а физику Нужно ей учиться. будет Мгм. хорошо. Она закончила, ну, перед окончанием она встретила свою любовь в Мгм. Симферополе. Мгм. Я каким-то, ну, были там причины, что я не очень хотел, чтобы она с ним, Мгм. красивый парень, все Мгм. умно, но были моменты. Окей. И все равно она сказала, я его люблю. Но он уехал раньше в Израиль. Он закончил тоже строительный институт. Причем он сын моей одноклассницы. Мгм. Вот. Она хотела, говорит, я тоже поеду. Я говорю, нет, ты закончи физмат, Мгм. а потом едь. Мгм. Езжай, куда ты хочешь и так далее. Ну, любовь есть любовь. Мгм. И она сделала, как я ей сказал, потому что я бы ей не подписал бы документ. Она Мгм. говорит, я в Израиле закончу. Я говорю, в Израиле дипломы также принимаются, русские дипломы прекрасно Да, лучше принимаются. закончу. А если ты туда приедешь, у вас дети появятся и так далее, тебе не до этого будет. Ну, я, наверное, оказался прав. Окей. Когда она закончила, она поехала в Израиль, они поженились. И там у них родилось еще одно чудо, мой старший внук, Мгм. умничка, который приезжал ко мне и говорил, деда, рассказывай мне что-нибудь. Вот, мой старший внук, зовут его Давид, Мгм. так же, как Мгм. Давида. Вот, и этот старший внук, он закончил университет, потом стал заниматься биофизикой. Мгм. И мы с ним перезваниваемся. Я говорю, приезжай. Сейчас открылось вообще не надо брать этот, как он называется? Без Ну, пересадки. Без визы? Да, визу. Мгм. Не надо брать визу. Он говорит, дед, я приеду, нам надо поговорить. Мгм. По работе, там, это. Потому что по телефону Ну это да. нельзя рассказывать. Вот. Но у нас 6 лет спустя мы просто хотели, чтобы у нас появился второй ребенок. Хотя я вообще хотел побольше детей, Мгм. честно говоря. Но вот такая обстановка была. Ни квартиры как следует, ни зарплат такие. Ну да. Вот. И обстановка политическая была, напрягалась. Но все же родилась еще одна девочка. И мы с Женечкой, я купил «Жигули», потому что Мгм. я уже занимался учениками. Мама стояла на очереди, и мне эта очередь, мы купили Мгм. «Жигули». И поехал я 21 декабря, в самый короткий день. В этот день, к сожалению, еще совпал с рождением большого негодяя и бандита Сталина, Мгм. Джугашвили. Вот. Но это никак не повлияло на мою Мгм. дочечку. И мы поехали с Женечкой их забирать из родительного дома. Мгм. Приехали. Вот такая черноглазенькая. Я так хотел черноглазенькую. А Женя похожа больше на папу моего. У нее серые глаза. И она вдруг так осмысленно посмотрела на меня. Я думаю, елки-палки, ты только родилась, как ты уже, понимаешь? Да. И вот так у меня вторая дочечка Мгм. родилась. Она была очень слабенькая, Мгм. очень слабенькая. Каждый раз воспаление легких, там ее кололи этими антибиотиками. В конце концов, у меня были проблемы с камнями в почках. Мгм. И теща, она была гинекологом. И ее всегда столько женщин знала, они всегда говорили, здравствуйте, Генриетта Михайловна. Она была чудесный гинеколог, Мгм. чудесный врач. Ей кто-то подарил книгу «Лечение лекарственными травами». И там был сбор, она сейчас у меня, с Мгм. надписью «Теща». Вот мне надо было, может, принести ее. М. И там было написано «Дорогой Генриетте Михайловне Колтуновской там, ну, как Мгм. женщина какой-то». И я стал пить эту траву. Так. Во-первых, начнем с того, что я курить начал в 9 лет. Мгм. Ну, так получилось. Да. Там сосед был, там, ну, это другая история. И когда родилась Олечка, моя вторая дочка, то я понял, что дым не только меня отравляет, а она слабенький ребенок. Ну да. С этого момента я бросил курить. Я никогда больше не курил. Мгм. О, извините, вру. 1 или 2 раза я закурил, но во сне. Окей. Мне приснилось, что я курю. Хорошо, окей. Вот. Родилась дочечка. Тоже не потому, что они мои дети, но они
на самом деле умнички. Умничка такая, ну, немножко разные характеры, Мгм. но tough. Мгм. Вот такая сильная Мгм. характером. И вот вторая дочечка тоже прекрасно занималась. Закончила, если бы мы не уехали раньше окончания школы, а старшая дочка получила золотую медаль. Она каждый год имела похвальную грамоту. И начнем, короткий, маленький, проблема была. Когда подошло время давать ей золотую медаль, Мгм. и была по математике работа, вдруг инспектор району Мгм. перед ней села. Ну, представляешь, как чувствует себя на выпускном экзамене ребенок, которого Мгм. и стала принципиально следить, что она делает. В этот год были труднейшие задачи. Мгм. И Женя успела написать на черновике решение. Мгм. Но она не успела переписать чистовик. А у меня в городе что-то уважали, знали, Мгм. чего-то. И, короче говоря, вдруг мне директриса звонит, там, прежняя ее директриса называла ее звездочкой. Мгм. А она каждый год приносила похвальную грамоту, одни пятерки. Мгм. И вдруг это мне звонит новая директриса и говорит: Лев Аврамович, вы знаете, Женя не может получить медаль золотую. Когда уже это был последний экзамен Мгм. математика. Я говорю: что случилось? Мгм. Ну вот, инспектор пришла, сидела, и там ты подписала, что не переписала в черновик, поэтому даже и четверку не получит. Я-то знал, откуда ноги растут. Но я не тот человек, чтобы сломать ребенку Мгм. характер. Я пошел зав. Облано, Мгм. нашел его. Но вначале я зашел к этой директрисе. Ну Я да. говорю: на каком основании вы туда сели? Она говорит: папаша Хайкин, выйдите. Я говорю: я не понял, с каких пор я стал вашим папашей? Ну да. Вы мне что-то... Я говорю: знаете, я очень миролюбивый человек, Ну да. но мы сидим на 4 этаже, и решеток нет. Так что говорите со мной повежливо. Покажите мне инструкцию по приемке экзаменов. Она очень не хотела это делать. Очень не хотела. Мгм. Не дам. Я говорю: ну, как хотите. Я пошел в кабинет зав. Облано. Да. Секретарша спросила, по какому вопросу. Я Ну. объяснил ей. Она говорит: Лев Иванович, открывай дверь, заходи. Что тебя ко мне привело? Ну, мы с ним встречались по разного рода деятельности и на самых лучших вариантах. Я ему объяснил, я говорю: вот 10 похвальных грамот. Мгм. Я хочу инструкцию прочитать. Он зовет секретаршу: дайте инструкцию. Я тоже открываю, там написано, конец. Там прямо написано: ребенок на экзаменах, если не успел написать чистовик, это не проблема. В смысле, есть ответ? Черновик должен приняться как чистовик. Ну да. Он говорит: дай мне пару дней, позвони мне. Я ему позвонил, он собрал консилиум из института, пединститута, ну тогда уже был университет. Всех, говорит, все спокойно, она получит золотую медаль. Вот такие у меня дети. Ну да, прекрасно. То же самое получила бы моя младшенька, но уехала раньше, чем. Вот. И когда она приехала, старшая, туда, они поженились, у них родился один ребеночек, вот этот старший мой, ему сегодня 30 лет, а потом родилась чудная девонька, Гиточка. Мгм. Вот. И эта Гита вышла замуж 2 недели тому назад, и началась война. И муж ее сейчас на фронте. Очень, очень хороший парень, тоже русскоязычный. Вот, но он высокий, умничка. И в таких очень таких войсках, в которых я не могу говорить под камерой. Тех, которым надо. Ну да. Вот. И она переживает. И я им звоню каждый день.
Я звоню внуку, внучке, детям. И моя дочка сказала: папа, спасибо, что ты... Внуки, так необходимо твое участие. Вот. А потом у них своя жизнь. Я там был раза 3 или 4 с женой, и сам потом был, на бар-мицве был, на бат-мицве был. И у них нормально. Он работает, он построил, он инженер-строитель, нашел компанию, там босса, компанию небольшую, и он сделал проекты для половины домов в Аждоде. Он курировал их, сделал проекты. Все. То есть у них нормальная жизнь. И моя дочка, сейчас она работает и в школе, и в институте Вайсмана в Тель-Авиве, и учит учителей. А младшенькая приехала сюда, получила, закончила университет. И у нее друзья ее подтолкнули, только появились вот эти вот вопросы с налогами и так далее. И ее, муж ее подруги сказал: Оля, давай я тебе, идем к нам. Он там работал в этой компании. И она начала карьеру с этого. Сегодня язык, когда мы приехали, она пришла домой и говорит: папа, я хочу домой, они издеваются надо мной, я не могу говорить по-английски. Я говорю: дочечка, ну куда же мы домой сейчас поедем? Ну потерпи, ты же... Гены у нее, наверное, от мамы. И у Женьки это гены в смысле языков. Ну да. И через полгода я смотрю, моя дочка что-то успокоилась, ничего. Я говорю: Олечка, а как у тебя с языком? Каким языком? То есть она просто взяла. Она сейчас говорит так, что никто не думает, что она приехала откуда-то. Абсолютно без акцента, абсолютно. И она шла по служебной лестнице. А потом я ей сказал: дочечка, мы родились на юге. Ну что нам сидеть в этом Мичигане? Я там 20 лет возил эту машину, после зимы снег, разбитые дороги, замерзающий дождь. Я говорю: давай иди на юг. Она встретила чудесного парня, ну, американца. Вот. И они вместе стали жить. И моя дочечка потихоньку закончила университет. Стала работать, прекрасно разобралась в компьютерах. И сейчас она сеньор-менеджер большой медицинской компании здесь, в Джорджии. А потом, когда они купили дом, я продал свой дом. Там жена, к сожалению, умерла. Она ушла из жизни, потому что она очень расстроилась из-за своего брата. И потом она работала у врача, тот не сказал, пригласил ее, год проработала, говорит: Раиса, я ухожу на пенсию. И вот она расстроилась, что она работу потеряла, вот другого, ну, в общем, все вместе, она переживала. Но, что я вам скажу, это было ангел по жизни на земле. И вот она потом нашла работу в еврейском, ну, типа Сахнута там было, наверное. Она переводчицей там работала. Ездила с пожилыми людьми к врачам. И вот пример, там она первое время, когда нашла работу зубного врача, американца, еврея, но он ей платил 4,25 в час. А поэтому она ушла к другому. Но потом, когда она уже, еще перед тем, как она нашла переводчицу работы там, в Сахнуте, по-моему, это был от Сахнута, она стала работать, даже когда переводчица, то этот первый врач, ей говорит: Раиса, найди мне клиентов. Она ему звонит, и говорит: ой, Раечка, ты там будешь? Мы тоже едем туда. Я вот со стороны наблюдал, насколько она была коммуникабельна. Даже в школе когда ее директор обижал, я ему позвонил, сказал: если ты еще раз начнешь делать козни моей жене, ты будешь иметь дело со мной. Он это понял.
Там потом другой пришел, ее выбрали председателем правкома. М. Она была в школе, в этом уже таком антисемитской, такой уже назревала все. Она была председателем правкома. И здесь, в Мичигане, знаете, она приходила счастливая. М. Она приходила счастливая от общения с людьми. О том, что, как они к ней относятся. Она всегда к ним, она настолько располагала к себе, Мгм. это настолько было обаятельно, что это, я, знаешь, мне это М. самому было тепло. Ну, в душе. прекрасно, да. Вот. Вот это же она. Но, к сожалению, она в 2000 году ушла Да. от нас. И я, когда похоронили ее, я мог, по-моему, там неделю, говорили, ты можешь быть дома. Я побыл 2-3 дня дома и ушел на работу, чтобы освободить Быть себя. занятым, да. Да. Мне говорит, Лев, что ты пришел, ты можешь быть дома. Я говорю, я не могу. Мгм. У меня работа каким-то образом. Мгм. Я и до сих пор ее очень люблю и скучаю за ней. Вот. Ну, жизнь должна двигаться вперед. Потом, ну, долго у моей младшей дочечки не было внуков, Мгм. детей. Мгм. И вот 4,5 года я просил Бога, и вы знаете, это не совпадение. Мгм. И вот сегодня у меня имеется внучек, Мгм. ему 4,5 года. И я удивительно счастлив. Ну, вот такой пример. Сколько это мальчишка. Позавчера с ним гуляю. Подъезжает, там, ну, знаете, Амазон развозит там машины. Подъезжает машина, мы проходим. Он так посмотрел и говорит, Toyota Camry. Я говорю, чего? Он говорит, это Toyota Camry. Он знает всех президентов. М. Он, ну, Да. Мгм. вот, то есть я счастлив, и я горжусь своей семьей. И я хотел бы, чтобы у них еще были детки. И чтобы мой старший внук одумался и тоже женился. Просто у меня есть подруга. И чтобы я тоже дождаться правнуков. Мгм. Но самое главное, я сегодня хочу дожить до того момента, чтобы своему младшенькому передать то, что я знаю, то, что я умею. Мгм. И у нас с ним такой контакт классный. Это важно. Вот, ну, коротенько моя Да, семья. вкратце, за пару часов, как бы мы только самые верхние от Да. того, что вы Ну, хотели я сказать. много деталей, но я не думаю, что это эти детали сегодня. Может быть, как-то в другой раз. Хорошо. Как растут, как они делают. Вот я люблю заниматься садом, огородом, фотографией, садом, огородом. Я им покупал билеты, когда они росли, ну, старшая дочь. Мгм. И вот приезжает моя внучечка, никак не хотела кушать малину. Ну, ей покупаю все. А я выращивал малину тоже в Мичигане. Да. И малиновые огурцы, и помидоры. Это так, чтобы голова остывала. Да. Я и когда закончилась вся малина, это такая красотуля моя. Говорит, деда, я хочу малину. Да, потому Я привыкла к просто вашей... ее Да. хоть выкопай ее из-под земли. Ну да. Вот. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я хочу, чтобы эта проклятая фашистская организация Хамас, чтобы она сгинула с этой поверхности земли. Я встаю утром, первое, я смотрю новости. Я хочу, чтобы мои дети и мои внуки, и мои правнуки, и все мы жили в мире, и чтобы эта гадость была каким-то образом... Но я думаю, что сегодня израильтяне не идут в Газу, потому что надо... Человеческая жизнь – это самое святое. Пойти – это значит вот сейчас. Пойти – это значит терять человеческие жизни наших детей. Поэтому их надо взять измором. Вот простой пример я вам приведу. Можно дальше? Давайте. В Крыму есть Сапун-гора. Сапун-гора защищает выход или вход на Севастополь. 1944 год. Войска Красной Армии подошли, им надо было взять Севастополь. Но надо было пройти эту Сапун-гору. Но ее можно было обойти. И этот Джугашвили, Сталин, он говорит,
надо было бы взять Севастополь к 1 мая. Эти лизоблюды, военачальники положили 100 тысяч жизней. Взять укрепленную Сапун-гору. Зачем? Обойди, они сами придут. Нет, положить 100 тысяч жизней. Зачем нам терять израильских? Вот самолеты бьют их, артиллерия бьют, выбить их так, чтобы они сами приползали. Это мое мнение. Ну, жизнь покажет. Покажем, будем. Надо беречь жизнь. Нас не так много. Холокост забрал много. Я этот Холокост хоть не был, но я очень сильно почувствовал это на себе. Да. Я выжил, спасибо Богу, спасибо маме моей, которая сумела сохранить. Был такой момент, когда уезжали на поезде, и брат мой остался на перроне, а мать со мной, грудным ребенком, осталась в поезде. Она истошно закричала, его вбросили в тамбур. Ну, разве это мыслимо, чтобы людей поднять с земли и перевести, чтобы столько испытаний люди имели? Да. Нет прощения им, нет. Хотя вот я рассказывал сегодня, что отец, когда они были пленными, они стали другими людьми. Да. Ну вот я тут немножко, что я слушаю. Если надо больше, я могу сказать. Хорошо. Я думаю, что это... Я хочу им счастья, я хочу им здоровья, я хочу им успехов. Это самое главное, что я им хочу. Еще я хочу дожить до того момента подольше, чтобы видеть их успехи и счастье. Прекрасно. Ну так от ваших слов до Бога. Ну хорошо, Лев. Давайте мы тогда будем закругляться. Какие-нибудь последние идеи, последние слова? Я вам хочу сказать последние слова. Вы знаете, я очень рад, что я провел время с вами. Я вспомнил свою жизнь. И люди должны вспоминать сегодня. Это не значит, что я живу в прошлом. Не-не, я живу настоящим. Я люблю эту жизнь. Я продолжаю делать в этой жизни все, что я могу и все, что я хочу. И я поэтому, во-первых, вам огромное спасибо за время, что вы послушали меня, сфотографировали меня, сняли видео. И я могу только одно сказать, что если я могу чем-то помочь в этом мире, то я помогу. И антенны свои я не только для телевизора, а я хочу их использовать для того, чтобы мы сумели принять электромагнитное излучение мозга наших и не только диагностику делать, но и лечить, то есть излучать и подавлять акцепторы возмущения. Ну хорошо, большое спасибо, Лев. Спасибо вам тоже огромное. Спасибо. Огромное вам спасибо. И спасибо за ваше время и за то, что захотели меня выслушать. С удовольствием. И дай Бог, раз Бог нас свел, мы еще будем встречаться не раз. Обязательно. Кто это? Это мой папа. Ему здесь примерно 60 лет. И он еще работал в школе. Это в Симферополе, да? В Симферополе, да, это в Симферополе. Хорошо. Так, а кто это? Это моя мама и папа. Маме, здесь папе тоже в возрасте 60-62 года, а маме здесь 40 с лишним лет. Хорошо, спасибо. Кто здесь? Это моя теща маленькая, а это ее родители. Сколько, какие года эти фотографии были? Сколько? Это, наверное, 1895 вот так вот год. А это она родилась в 24 году. Okay. Так. Вот маленькая фотография. Кто там?
This is me, это я, и мне здесь где-то 5 или 6 лет. Ага. А в этой? А это это моя фотография. Я работал в аэропорту начальником технического отдела. Сколько вам здесь лет И мне приблизительно? здесь где-то 34-35 лет. В Симферополе, да? В Симферополе. Это International аэропорт. Мгм. Что это за фотография? Это моя свадебная фотография, это моя жена Рая, это я. Я одеваю ей кольцо на руку, а это мы расписываемся в регистрации брака. В каком году это было? Это было 1969 год. Хорошо. Это моя жена Рая, когда мы уезжали перед тем, как уехать в Америку. Это в каком году? В 94-м году Это был приблизительно? 94 год. Кто в этой фотографии? Вот эта фотография, это мы на природе, это мой папа, мама, моя жена Рая и я в форме Аэрофлота. Вот это семейная фотография, и друзья, и мы. А вот эта фотография, это моя мама, а это моя младшая дочечка Оля. Какие годы приблизительно это все? Вот это 73-74 года. Так, а эти? Вот это вот 70, тоже в это время, примерно 75-й год. А вот это уже здесь вот Олечки достаточно много, это, наверное, 84-85 год. Okay. Хорошо, спасибо. Если правда сказать, то это Канада. Давайте с той фотографии. Кто там? Так, вот здесь мой брат, его жена, мать, моя жена, мой старший внук, это его папа, а это я не вижу. Наверное, ваша дочь, старшая дочь. Да, старшая дочь, по-моему, да. Наверное, да? Да. Ага. А кто вот в этой фотографии? Вот здесь моя жена и моя младшая дочечка, наша младшая дочь. Так. Вот это моя жена и ее тетя, она приезжала из Польши к нам сюда. Снимок сделан в Канаде. Так. А вот это в Израиле. Вот моя мать, я, жена и младшая дочка. Понятно. А что это за документ? Моя мать училась в пединституте. И это зачетная книжка. Ну, когда она сдавала какие-то предметы, значит, там отмечали, что она сдала, что эти предметы зачтены. Где и когда это было? Это было в Симферополе, и это был, наверное, 35 или 36 год. 1935-36 год. До войны. Да. Что это? Это паспорт моей матери, который был оформлен перед переездом в Америку. Потому что в Советском Союзе был внутренний паспорт и заграничный паспорт, да? Два вида паспорта. Один был паспорт внутренний, а этот выдавался паспорт при выезде за границу. В этом паспорте написано, что она еврейка, или в заграничных не пишется? Нет, здесь Пятой графы нет? Здесь нет, не пишется. И какие даты здесь, какой год? Это 93-й год, перед мы выездом. готовились перед отъездом. Повторите, что вы сказали. Дату повторите. Вот эта дата, это 1993 год. 28-го, мы готовились к выезду из Советского Союза, из Украины в Америку. Что это? Это анкета, которую я заполнял для выезда из Украины в Америку. Это вы на этой фотографии? Это моя фотография. Ага. Так. Это фотография моей мамы. Угу. Тоже для выезда из Украины в Америку. Из Украины, да, в то время Да. уже?
Это фотография моей младшей дочери, тоже для выезда из Украины в Америку, на Мгм. постоянное жительство. И есть еще одна, по-моему, Да, есть еще одна, по-моему. фотография вашей жены. It's very thin paper, huh? I guess that's what the Russians do, thin paper. There we go. Это моя жена, да, тоже здесь заявка на выезд из Украины в Америку. Мгм. Это моя дочь, младшая дочь Оля, а это мой внук, ее сын Абрахам. Go ahead. Вот это мой внук, а это моя внучка, моего внука Абрахама и внучка Гита в Израиле. Они недавно ездили туда. Реди? Моя внучка работала 2 года в NBC в Вашингтоне, Израиль NBC, и она вернулась домой несколько месяцев тому назад. Это моя младшая дочка Оля и моя внучка, дочка старшей сестры Жени. Это мой старший внук, его зовут Дэвид, и он живет в Израиле. Сколько ему лет в этом? Ему сегодня 30 лет. Окей. Это моя старшая дочь Женя. Она преподает в Вайсман институт физику и учит других учителей преподавать физики в Израиле. Это моя младшая дочь, внучка Гита и муж моей младшей дочери Джефф. Это Израиль.